өбүге сахаттын келбит ütügestir bitin sürgütüge, сахы культураны өрө тутууга улахан болгомтон уурбута. Өрүетер. В декабре 1989 года Михаил Николаев был избран председателем Президиума Верховного Совета Якутской ССР. С апреля 1990 года стал председателем Верховного Совета Республики Саха-Якутия. В качестве члена Конституционной комиссии и принял активное участие в разработке и принятии новой Конституции Российской Федерации. Также Михаил Николаев предложил идею повышения политического статуса республики до уровня суверенного государства в составе страны. Декларация о государственном суверенитете Якутской Саха-ССР от 27 сентября 1990 года утвердила самостоятельность республики в качестве субъекта Российской Федерации, а также ее права на решение вопросов общественно-политической, социально-экономической, национально-культурной жизни. 16 октября 1991 года был принят закон о президенте Якутской Саха-ССР. Участвуя в выборах, Михаил Николаев продолжил отстаивать интересы республики на федеральном уровне, и 11 декабря 1991 года вышел указ президента Российской Федерации Бориса Ельцина о полномочиях Якутской Саха-ССР в распоряжении природными ресурсами республики в целях расширения экономической самостоятельности в условиях перехода к рыночным отношениям. 20 декабря 1991 года состоялись первые в истории Якутии выборы президента республики. 27 декабря 1991 Михаил Николаев вступил в должность президента Якутии. В 1996 был переизбран на второй срок. В 1992 году состоялось предписание договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти страны, органами власти суверенных республик в составе страны. От Якутии свою подпись поставил один из инициаторов и авторов-составителей документа президент Михаил Николаев. Тогда за республикой было закреплено право самостоятельно осуществлять внутреннюю политику и внешние связи. В тот же день президент Российской Федерации Борис Ельцин и президент Якутии Михаил Николаев подписали соглашение о разграничении собственности, расположенной на территории республики. Далее, 27 апреля 1992 году была принята Конституция Республики Саха-Якутия, создавшая правовую основу нового суверенного государства. После этого республика впервые получила реальную возможность самостоятельно решать вопросы экономики, организации системы республиканских и местных органов власти и управления, проводить действенную политику в социальной, духовной и международной сфере. Михаил Февичуллер кемигер Артика сайдытыгар улахан болгомтону урбута. Онна тоғуны сылырга кырдык дойдуга ырахан кемге кене быгарынылах этите кене мындыр толкуя кен көгөһө Бейгер республика бит инникеттигер сайдытыгар сүнкен кылат болбута. Коту дойду кырдык отчолорго хүддэх кихи карастар гына картына болон турара. Ону Михаил Февич дойду тахымыгар ағастык онна быгарынылахты кетен тураттак. Инне гынан хотугу эргимтеге улахан сайды келен бу ылы тоғылы кемигер қалбыт түгені ону сүргүтен жөлүргүр түхерен беги билигин артикл устар быт сайды солун дедимнехти кылалар. Михаил Февич отчолорга телбис солунан күн бүгүн беги элбэх дойдуга даганы билетене элек улахан браниктер бытын оңробут. Ол курдук беги бастаканнан республикага ие күнүн алтынне үйө сөрүбүлүгер ден 1990 жыллакта ыллагы ыягынан
билетибит. Республикага ага күнә. Ол курдук Михаил Ефимович төрөпүттерге сыганын. Үддәх болгомтолоктук, онна дерин солталактык этерем. Биһиги бейтин «Мое главное родовое наследство» слово о моих родителях тен автобиографический книге тегеретеринен биһиги иелер битигер, агалар битигер, улахан болгомтолак, онна макталлак булуктакбыт. Кенелер итилере, кенелер такайылара, биһиги төрөпүттер бит ыйылары кердилере, биһиги олокпутугар сырдык сулус солжут булуктак ден. Кене иеге сыгана кырдык улахан эте. Ие биһиги ие сербит. Иитен хатан үретен такаян сирдир күндү кихибит, онна биһиги ие сербиттен. Кене иете Наталья Михайловна Козлова төһө даганы умугунун утчу боллар, сахалы олус үчүгедди кырастык саңарар, онна оголорун хахалы көрүүгө силистяхтик мутуктактык иппит болан Михаил Ефимович кырдык таганы үддәх кең толкуйдак кехете. Онна ие күнүгер билетебите бу эме дерин силистяк мутуктак, онда солталак, күн бүгүнгө дере каз биттибит, бу иебитигер мактанаммыт, салгы сайдар солубут. Михаил Николаев уделял немало внимания сохранению уникальной культуры народов республики. Так, в годы его президентства национальный праздник Гэх был признан государственным праздником народа Саха. Особый статус народного сокровища получили музыкальный инструмент хомус, национальный праздник Агохай, национальные виды спорта и национальный эпос Олонхо. Последний был включен в ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Также учредили День родного языка в качестве государственного праздника. Кроме того, первый президент Якутии основал Высшую школу музыки, хореографическое училище имени Аксении Натальи Посельских, театр танца имени Зверева и государственный цирк Якутии. Благодаря работе Михаила Николаева по реабилитации незаконно осужденных и репрессированных политических и общественных деятелей был издан указ президента Российской Федерации о восстановлении справедливости в отношении репрессированных в 20-30-е годы представителей якутского народа. Михаил Николаев является основателем детских спортивных игр «Дети Азии», которые впервые прошли в Якутске в 1996 году. Соревнования получили признание и патронат Международного олимпийского комитета. Игры «Дети Азии» проводятся сейчас и по сей день по олимпийскому циклу. Каждые 4 года проводят зимние и летние соревнования. Создание игр «Дети Азии» позволило стимулировать развитие спорта в республике и открыть 2 новых института физической культуры и Северную олимпийскую академию. Также в школах количество времени на занятия физкультурой довели до 4 часов в неделю. Сегодня в республике имеются свыше 1700 спортивных сооружений, в том числе 21 стадион, 845 спортивных залов, 51 плавательный бассейн. Беге билген даганы бары мактана саныбыт. Бу Азия голорон роттары кардыларнагы онюну бу беге теккебет Михаил Ефимович Николаев көләһендән териен кырҗык улахан беләх. Онны үгеләргә өлбәди бет беләх. Оты Михаил Ефимович спортка сыгынын туһнан тереп буллаха кине эдериттен спорту олус таптыр гырхан атлетиканнан жарыктамыта. Кенештанганы нига гиренен нига отумнактык жарыктанан бу спорт онатыгар күн бүгүн ан дүйдү тахымгар Михаил Ефимович Николаев ата кыһыл күмүс букуваннан суруллар. Бу Азия голорон роттары кардыларнагы спортивный ойнулар олимпиада тахымгар. Болалар онна Азия тойдуларыгар кырдык кетехилах күтүлах бир улахан терәһем булыр. Михаил Ефимович огай максайды тыгар улахан калатын урбута. Кене бастыкы яктыртын билдестере ого хылын биллерите, онна бу ого жогорун сайынларыта болбута. Музыка ого личность быхытнан сайды тыгар олук боларден этите мәнага болбатак.
кырдыга дагыны музыканын жарыктаныр кихи ологу көрүүтэ. Ологу сыналыра этенне олокко инники сайдыытыгар суулу телитигер билен турар улахан өңөлөөх көмөлөөх. Онон музыка барыбытыгар курдук бырыек республика бары тахымнарыгар күн бүгүн бир эме улахан бырыек быгытынан биллер. Эдериттен эмениттен тутулга соох. Сатыр бол, сатабат бол, музыка бары көрүңнеригер. Инструмент дойду, дойду инструменттергер оннюрга, жолугукка, онна музыкалын алтыгыкка, музыканнан сайдыкка ден ыңырыта биһиги барыбыт сол жоппоп болар. Онук ол курдук бары рухидубут тен республика тахымда хаме бирайга бу саха жонун эменикеге сердир. Тох бар иейбитин, инникеге көрүүбүтүн, бэбит санабытын рухиннен өтердеммит эмие сайды солун тоболабыт. За президентский срок Михаила Николаева улучшилось качество медицинского обслуживания и подготовка медицинских кадров, внедрили современные технологии и телемедицину. Одним из основных достижений здравоохранения Якутии стало строительство Национального центра медицины, который сейчас носит имя Михаила Николаева. Также были созданы Институт здоровья Академии наук Якутии, Центр комплексных медицинских исследований Российской академии медицинских наук в Якутске, открыт медицинский институт и колледж, а в Московской области был возведен санаторий Бесчегда. Основой современной системы здравоохранения стали указы Михаила Николаева, в том числе документы о реформе медицинского образования, о создании единой государственной системы санитарно-эпидемиологического надзора на территории, о департаменте фармации и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Якутии. Также за годы своей деятельности Михаил Николаев уделял пристальное внимание развитию образовательной сферы Якутии. В 1992 году был принят закон об образовании, в 1993-м концепция обновления и развития национальной школы, в 1994-м закон о правах ребенка, также в том же году президентская программа «Дети Республики Саха-Якутия». Принятые документы обеспечили основу успешного развития системы образования. Также в 1993-м Михаил Николаев создал Академию наук Республики, а в 1996-м Академию духовности Республики. Кроме того, в 2001 году по его инициативе был создан Якутский научный центр комплексных медицинских проблем Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. Также в республике началась всеобщая компьютеризация школы и обеспечен всеобщий бесплатный доступ к интернету. Первый президент поручил образовательным учреждениям готовить юношей и девушек к поступлению в ВУЗ. По его мнению, 60-70% выпускников должны быть способными поступить в ВУЗ. Кроме того, в годы президентства Михаила Николаева был создан департамент по подготовке кадров в Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом при правительстве Якутии.
участники гражданской панихиды. 4 августа 2023 года ушел из жизни глубоко уважаемый, почитаемый всеми жителями нашей республики первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Траурный митинг в память о Михаиле Ефимовиче Николаеве прошу считать открытым. Михаил Ефимович родился в семье Ефима Федоровича и Марии Михайловны Николаевых 13 ноября 1937 года в Актемском наследии Орджоникидзевского района Якутии. В первый класс он пошел в Актемскую 7-летнюю школу, а по воле судьбы школу закончил в Жиганской средней школе. В 1961 году окончил Омский государственный ветеринарный институт. В 1971 году высшую партийную школу при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза. После окончания института работал главным ветеринарным врачом Жиганского района Якутской автономной Советской Социалистической Республики. В 1961-64 годах первый секретарь Жиганского райкома Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. С 1964 по 1966 год был заведующим отделом комсомольских органов Якутского областного комитета ВЛКСМ. Затем в 1966-69 годах первый секретарь Якутского городского комитета ВЛКСМ. С 1971 года являлся секретарем, с 1973 года первым секретарем Верхневилюйского райкома Коммунистической партии Советского Союза. В 1975-79 годах занимал должность заместителя председателя Совета министров Якутской автономной Советской Социалистической Республики. С 1979 по 1985 год министра сельского хозяйства Якутской АССР. С 1985 по 1989 годы секретарь Якутского областного комитета КПСС. Курировал вопросы агропромышленного комплекса республики. Михаил Ефимович неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР. В декабре 1989 года возглавил Президиум Верховного Совета Якутской АССР. В 1990-91 годах был председателем Верховного Совета Якутской Саха-Советской Социалистической Республики. В 1990 году на Первом съезде народных депутатов Российских Советских Федеративных Социалистических Республик был избран в состав Конституционной комиссии, подготовившей проект Конституции Российской Федерации 1993 года. 20 декабря 1991 года Николаев Михаил Ефимович был избран первым президентом Якутии. 27 декабря 1991 года состоялась инаугурация избранного президента. В этот же день Якутская Саха-Советская Социалистическая Республика была переименована в Республику Саха-Якутия. Одновременно с февраля 1992 года по май 1993 года возглавлял правительство республики. В 1993-2010 годах член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 12 декабря 1993 года был избран депутатом Совета Федерации Российской Федерации по Якутскому двухмандатному избирательному округу номер 14. С 1996 по 2002 год
входил в Верховную Палату Российского парламента по должности в качестве главы республики. В 2002 и 2007 годах был наделен полномочиями члена Совета Федерации Российской Федерации от исполнительного органа власти Республики Саха-Якутия. В 1996-2001 годах занимал должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике. В 2002-2010 годах заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 22 декабря 1996 года Михаил Николаев вновь был избран президентом Якутии. 29 декабря того же года Михаил Николаев принял присягу. В 2010-2011 годах занимал должность государственного советника Республики Саха-Якутия. В 2011-2016 годах депутат Государственной Думы Российской Федерации 6-го созыва. 4 декабря 2011 года был избран в Госдуму по списку партии «Единая Россия». Входил в партийную фракцию Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. После окончания депутатских полномочий в октябре 2016 года Михаил Ефимович Николаев вновь был назначен государственным советником Республики Саха-Якутия. За безупречную государственную службу, вклад в развитие парламентаризма Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, социально-экономическое развитие Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, подвижническую общественную деятельность, Михаил Ефимович Николаев награжден государственными наградами СССР, Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Орденами за заслуги перед Отечеством 2-й, 3-й, 4-й степеней, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. Отмечен благодарностями президента Российской Федерации. Награжден почетным знаком Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации за заслуги в развитии парламентаризма, почетной грамотой Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, отмечен благодарностями председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Михаил Ефимович Николаев, кавалер ордена Республики Саха-Якутия «Полярная звезда», почетный гражданин Республики Саха-Якутия, заслуженный работник Народного хозяйства Якутской АССР, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Максима Кировича Амосова в области государственного строительства и Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Награжден грамотой главы Республики Саха-Якутия и почетным знаком Республики Саха-Якутия за укрепление мира и дружбы народов. Почетный доктор Московского государственного университета имени Ломоносова, Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Владимир Путин. Өтөгер чугас онны күнді. Үйе уларгер кемегер Михаил Ефимович курдук хорсун, өйдөх, ырағы өтөгерер халаячылақ боламыд, бұ курдук кен далағындақтық хайдар көқтінді. Бастықы президентмыд народуғар хаңа кәскелі, саңа көқтірі бербеді.
саңа хаңа республикадан тәрбиеде, саңа сақаны өскөппіде. Бүгін бігі бастықы президентмет төрөбіт өктімігер тияқ қолығар атарабыт, төріт борын бұлларабыт. Кені күн сиреттен барбытыттан қарастан тұрамын, таптыр кәргенігер Доры Никитичнаға, кыргыттарыгар, сиеннергер, чугас жонларыгар, қас бирди сахайрын оқтоғыр, дерең кудургамын тердігі. Уважаемые сограждане, сегодня вся наша бескрайняя Якутия прощается со своим великим сыном, человеком, которого бесконечно любит и уважает весь многонациональный народ Якутии. Михаил Ефимович Николаев наш первый президент. Каждому из нас он дарил уверенность и достоинство, мудрость и веру. В душах всех якутян боль невосполнимой утраты. От имени всего народа Якутии я выражаю глубочайшие соболезнования любимой супруге Михаила Ефимовича Доре Никитичне, дочерям, внукам, правнукам, родным и близким. Выражаю соболезнования всем его соратникам, всем, кто прошел с ним славный, большой жизненный путь. Уважаемые друзья, якутяне, очень сложно найти слова, которые передали бы всю меру нашей благодарности и уважения первому президенту нашей республики. Еще сложнее оценить все, что он сделал для республики, для всей нашей страны. Уверен, это сделает история. Это сделают будущие поколения, в которые он так свято верил. Михаил Ефимович Николаев был и останется на века создателем новой Якутии в новой России. Он нацелил нас на новую жизнь, новые достижения, с искренней верой в свой народ, в его светлое будущее. На переломе истории в 90-е годы, когда в хаосе радикальных перемен рушилась страна, рушились все устои, он уверенно и твердо, стоя у руля республики, провел ее через небывалые испытания. В условиях кризиса политической системы и экономического коллапса в стране под руководством Михаила Ефимовича Николаева Якутия стала примером современного государственного строительства, стала примером создания социального государства, провозгласила приоритет человека, его просвещения, духовного и физического благополучия. Нам всем еще предстоит осмыслить величайший скачок, который Якутия совершила в своем становлении во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым. Колоссальный промышленный потенциал, традиционные отрасли, социальная инфраструктура, все, что было сохранено и примножено в то сложнейшее время, мы развиваем и будем развивать дальше еще более динамичнее, еще более настойчивее. Мне бывает порой очень больно, когда я слышу о каких-то ошибках, о чем-то недостигнутом в те годы. Понимаю, что это во многом от незнания, от того, что, может, мы не так четко и ясно, твердо говорим о том, что тогда происходило. И прежде всего мы обязаны все выполнить свой долг перед Михаилом Ефимовичем, перед его памятью, чтобы каждый житель республики знал о силе духа и твердой воле нашего первого президента, создавшего основу для развития нашей республики на десятилетия вперед. Мы все должны знать и гордиться его личной ролью в создании современного российского государства. Мы должны знать и гордиться тем, что он одним из первых, если не первым, принес в российскую политику понятие человеческого капитала, здорового образа жизни, поддержки семьи и детства. Михаил Ефимович обладал удивительной способностью никогда не переставать учиться, перенимать лучший мировой опыт, устанавливать партнерство на самом высоком международном уровне. Благодаря его личному авторитету Якутию узнали во всем мире как просвещенную республику с талантливым и творческим народом. Все, кто знал Михаила Ефимовича, понимают, насколько важно для него было чувство справедливости. Огромное значение в укреплении самосознания нашего народа, нашей национальной гордости имело его
воля к восстановлению исторической справедливости, возвращению доброго имени в памяти основоположников государственности Якутии, деятелей якутской литературы и культуры, наших просветителей. И сегодня это уникальное наследие является важнейшей нашей ценностью, нашим духовно-нравственным оплотом, его фундаментом. Ход истории отодвигает все дальше и дальше во времени рубеж тысячелетий, переломную эпоху в жизни общества, которая неразрывно связана с именем и делами первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Большое видится на расстоянии, и сегодня, прощаясь с Михаилом Ефимовичем, мы ясно понимаем выбранную им стратегию развития республики. В ее основе уникальность и самобытность нашей Якутии, ее великая историческая миссия. В эти тяжелые траурные дни я никак не могу думать о Михаиле Ефимовиче в прошедшем времени. Да это, наверное, и невозможно. Я не знаю другого такого человека, который был бы так всецело направлен в будущее. Во всех наших разговорах он всегда говорил о будущем, о детях, о молодом поколении, о тех задачах, которые нам надо решать не через год, не через два, а через десятилетия, может, столетия. Михаил Ефимович был всегда убежден, что Якутия, самый большой субъект Российской Федерации, не должен жить только сиюминутными проблемами, только сегодняшним днем. Он всегда смотрел далеко вперед, отсекая сиюминутное. Я позволю себе процитировать Михаила Ефимовича. Республика Саха-Якутия сегодня совсем иная, чем даже несколько лет назад. О ней невозможно говорить без восхищения. Сделано многое, чтобы 21 век пришел на нашу родину без опозданий. Это он сказал в своем выступлении в стенах Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. В этих его словах и гордость, и надежда. Мы обязаны эти надежды Михаила Ефимовича оправдать. Обязаны делать все, чтобы новый век истории и государственности нашей республики стал веком процветания, веком благополучия нашей Якутии и каждого его жителя. Убежден, что все идеи Михаила Ефимовича находят понимание в народе. Ведь целое поколение сформировалось под влиянием его личности как человека и политика. К этому поколению я с гордостью причисляю и себя. С юности, с самых молодых лет я получал всегда от него только поддержку, только добрые советы и наставления. Я учился у него всегда, до самой нашей последней встречи. И его принципы, его отношение к своему народу, к своей республике я считаю самым правильным, самым искренним и достойным примером для всех нас. Дорогие наши сограждане, наш первый президент уходит в вечность. Но его любовь к родной республике, его любовь и вера в свой народ, в нас с вами, будет ключевой опорой в нашем движении вперед. Покойся с миром на родной земле, дорогой наш Михаил Ефимович. Якутия всегда будет помнить вас, будет гордиться вами, своим великим сыном, отдавшим всю свою жизнь любимой родине и своему народу. Күнді Михаил Ефимович чугас жоно, бары бир дойдулақтар. Бігеге бастықы президент олар бұт олығы, төрәбіт дойдутуғар таптала, үрдіктен үрдік сұруқтара, бігегене сирди кынатты тұрақтара. Иннеки хайды бұтығар биге турақ болуқтара. Михаил Ефимович Николаев хырдык ата үйлерге тыыннақ болу. Саха хере, сахавы сенің жоны хергеті, күру кенеяқа сүгірия кен тұтты тұруқ бұд. Улу кехебет Михаил Ефимович бұдан жылларға бірасты бұраға.
В адрес руководства Республики Саха-Якутия поступила телеграмма от председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. С глубоким прискорбием узнала о кончине первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Ушел из жизни опытный политик, компетентный и ответственный государственный деятель, верой и правдой служивший Отечеству. Михаил Ефимович многое сделал для укрепления и развития российской государственности, становления парламентаризма, совершенствования законодательства. Он внес большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие родного региона. Всегда стремился помогать людям практическими делами. Можно с уверенностью сказать, что Михаил Ефимович пользовался неоспоримым доверием и авторитетом не только у земляков, но и у всех, кто его знал. Широта взглядов, мудрость, богатый опыт, высокие душевные качества были отличительными чертами Михаила Ефимовича. Мы будем помнить Михаила Ефимовича как замечательного человека и настоящего патриота России. Прошу передать мои искренние соболезнования, слова поддержки и сочувствия его родным и близким. Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. 4 апреля 1992 года Верховным Советом Республики Саха-Якутия принята Конституция Республики Саха-Якутия. А 12 декабря 1993 года было избрано Государственное собрание Илтумен Республики Саха-Якутия первого созыва. Роль Михаила Ефимовича в формировании высшего законодательного и контрольного органа государственной власти Республики Саха-Якутия огромна. Слово для прощания предоставляется председателю Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Алексею Ильичу Еремееву. Уважаемая Дора Никитична, Татьяна Михайловна, Ольга Михайловна, внуки, все родственники, друзья и соратники Михаила Ефимовича. От имени Государственного собрания Илтумен нашей республики я выражаю глубочайшие соболезнования всем в связи с кончиной нашего любимого, уважаемого, почитаемого Михаила Ефимовича Николаева. Михаил Ефимович Николаев, почему он таким стал? Почему теперь его любит вся республика? Пользуется глубоким уважением народа, всех народов, проживающих на территории нашей республики. Потому что он был изначально, с самого детства и самых молодых лет большим патриотом своей республики. Об этом мне рассказывала его однокурсница Каратаева Тамара Дмитриевна и Прокопьев Карл Николаевич, которые учились с ним в Омске. С самых молодых лет он говорил, почему наша республика живет так, имея огромные богатства, имея огромные ресурсы. Почему мы живем в таких условиях тяжелейших? Нам нужно что-то исправлять. И это было в студенческие годы. Он вышел из партийной номенклатуры, возглавил парламент нашей республики в те переломные годы, когда наш Великий Союз практически разваливался. И если проследить тот путь, который сделал Михаил Ефимович, то получается, что все сделано было системно. Потому что
27 сентября в 1990 году Верховный Совет принимает основной политико-правовой документ – Декларацию о государственном суверенитете нашей республики, где были заложены основные принципы дальнейшего развития нашей республики. Но принципы принципами, нужно дальше работать. А вот в этих принципах самое главное было заложено, что мы вместе с Россией, во-первых, но нам нужна экономическая самостоятельность. И второе его огромное достижение, это в 1992 году было подписано соглашение о разграничении государственной собственности между Российской Федерацией и Республикой Саха-Якутия. Именно благодаря этому фундаментальному документу предприятия и организации, находящиеся на территории Республики Саха-Якутия, практически в полном составе перешли в собственность Республики Саха-Якутия. Борисов Николай Федорович, ныне живущий, который прощался с ним впоследствии нашей республики в городе Москве, неоднократно мне рассказывал, что споры возникли только по объединению Якуталмаз. Представитель правительства Егор Тимурович Гайдар стоял до конца, чтобы не отдавать это предприятие нашей республики. Но было найдено компромиссное решение по созданию закрытого акционерного общества. И именно харизма и умение убеждать Михаила Ефимовича, когда он в последний момент зашел к первому президенту нашей страны Борису Николаевичу Ельцину, смогли достичь того, что у нас было создано закрытое акционерное общество «Алроса» с паритетным пакетом акций и для Российской Федерации, и для Республики Саха-Якутия. И он до сих пор является у нас, эта компания является самым крупным налогоплательщиком в наш государственный бюджет. В те дни, когда 12-й созыв Верховного Совета в конце марта и в начале апреля заседал и обсуждал принятие новой Конституции нашей республики, Михаил Ефимович возглавил нашу делегацию и поехал в Москву подписывать федеративный договор. Это было 31 марта в 1992 году. И именно этим поступком, я считаю, что он доказал, что является большим патриотом нашей Родины, Великой России. Потому что я должен напомнить, что Чеченская республика, Республика Татарстан и Республика Башкортостан в те ответственные моменты, в те ответственные дни они не подписали федеративный договор. И именно Михаил Ефимович Николаев повел за собой все остальные республики, и благодаря этому у нас состоялся новый облик в лице Федерации, нашей Российской Федерации. По сути, родилась новая Россия. И в этом огромная заслуга нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. А вернувшись оттуда, уже воодушевленные, депутаты 12-го созыва Верховного Совета приняли новую Конституцию нашей республики. Я вот до сих пор помню его слова. Он вышел к трибуне, это было 4 апреля, вечером. Мы тогда, как студенчество, сидели в стенах Верховного Совета и сказал: давайте сделаем так, чтобы Конституция вступила в силу 27 апреля 1992 года. Потому что 27 апреля это для нас счастливое число. Тогда была создана наша Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. 27 сентября мы объявили о Декларации о государственном суверенитете. И 27 декабря был избран первый президент
нашей республики. 27 число для нас удачное. И с этого момента давайте мы будем считать 27 апреля Днем Республики Саха-Якутия. Все депутаты встали, воодушевились, были овации. Это был огромный подъем национального самосознания нашего народа. Впоследствии, конечно, были подписаны не менее фундаментальные документы. Это в 1995 году договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Саха-Якутия и 15 межправительственных соглашений к нему. Это все говорит о том, что у Михаила Ефимовича был системный подход. Он начал с государственного строительства, закончил экономикой, потому что без экономической базы республика развиваться не могла. И в те очень тяжелые 90-е годы республика пережила эти годы достаточно Ыры сана ытык сирдит, ырағы да чугахаппыт, көңүлләммәт, көңүл кәрә, ырыларын ыллаппыт. Ден қомой тылла қохойнют Наталья Михайлова Сая, Саха Республикатын бастығы бірісі дейіне Михаил Ефимович Николаев туғынан қаз бейдейбіт сыналын сөптігірбіт көрдік, бергенлік та әтен кебіспейт. Чақчы аспыт үйе сәтті онус ағуыныз сылларығар, Жокускайга жон түмөрүхер сиригер, төрөбүт тылгынан саңарар, оғуқайдыр, әге ұғы-қығар барыта бабулақ әді. Республика олырар ағаяқ сана құмықтар түрі түгестерін умнан, сураллан іспеттері. Онуға тоғуыны сылдар сағалмыларығар, дойдуға улахан уларыйлар түмігер, сағабыт сере саңалы, судар сывыннас ылынан, бейті бірісі дейінненен, сапуаннанан, атын сайдар сағаққа үктемеді. Михаил Ефимович Николаев Саха Республикатын бастықы бірісі дейіне. Қайда құрдық кені республиканы салайығыттан, қалың қарынан қаппақтанан сыппыт, тый сайылғалақ дойды бұд, сонны тұта ұғықтан, сәргәқсиен сайдандар күті. Михаил Ефимович үлетін сүрін қайысқатынан, омук сайдар кескеле үтчакка ден сынанан салайттаран, оғыны итиге, үйеріғариге улахан солтаны ұлбыда. Әлбәқ үйеріқ қығылырындықтар бұда, Саха оғыты оскола кәнеттен 6-7 бір үйена үлдік үйеріққа кейлерін сетер сылттан анал қадырдары білімнер департаменті тәрей біде. Сахабыт тыла республика бір сүрін тылынан бігергетілді біде. Ие тыл күнел ұқтан бұда, Коракка саға тыллақ осколалар арылы бұттара. Төріт үгеhe сайынларыға кыағы бет біте, олонқо, қомус, оғуақай, сақа төріт спортивный анюлара жақчы народ кен тұтутынан бұл бұттара. Үғық национальный праздник сатуынылан сылдата кен ғылағыннақтық білетінер бол бұда. Кені культурата төріт культурата. Кені тағаллара білігін сыя бая бейхавақ бұтуғар керенерелдер. Онны мен хана бар вақан төхі күйінен бол бұта бейге национальный праздник бұтын әлләй хағаттан маннайғы ұғылы бұтығығы государственный праздник бұтынан білдер ебіді. Билен турар улахан болғымтыны искусство, культура сайдытер ульта. Компетентным руководителем, человеком принципиальным, открытым, целеустремленным. Он обладал стратегическим видением, умел находить оптимальные решения сложных задач. Его решительность, постоянная забота о благополучии и интересах людей всегда вызывали уважение жителей Якутии. Коллеги ценили Михаила Ефимовича за исключительную работоспособность, личную порядочность и доброжелательность. Таким он и останется в памяти всех, кто его знал.
председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Михаил Ефимович представлял родную Якутию в качестве заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Избирался депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 6-го созыва от «Единой России». На федеральном уровне грамотно и объективно отстаивал интересы якутян, обратил внимание руководства страны на вопросы развития Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Слово для прощания предоставляется сенатору Российской Федерации Егору Афанасьевичу Борисову. Уважаемые друзья, мы сегодня провожаем последний путь лидера нации. Политика федерального уровня. Воистину человека с большой буквы Михаила Ефимовича Николаева «Последний путь». С чем я выражаю глубокое соболезнование супруге Доры Никитичне, дочерям Ольге, Татьяне, внукам, близким, родным, глубокое соболезнование. Меня судьба свела с Михаилом Ефимовичем ровно 40 лет назад, когда он работал министром сельского хозяйства республики. С того времени и моя была судьба рядом шла и связана с именем Михаила Ефимовича Николаева. Сегодня, в эти прощальные дни, мы увидели искреннюю любовь народа Якутии Михаила Ефимовича, его глубокое уважение к его имени, его личности. Так было всегда. Хотя Михаил Ефимович сегодня прошел такой солидный путь лидера нации, этот путь был тернистый. Были годы перелома страны, развала Советского Союза, появления новых государств в пределах пространства Советского Союза. В эти переломные годы проявились самые лучшие качества Михаила Ефимовича Николаева как человека, как руководителя, как лидера. Потому что в те времена было много спорных моментов. Люди, народ ожидал перемен. Но были люди, которые не воспринимали те или иные события, которые происходили в то время. Я помню, мы все, старшее поколение, свидетели событий 91-92 годов. Это ГКЧП, это развал Союза, это определение позиции самих субъектов не только в пространстве Советского Союза, но и в Российской Федерации. Нужно было выбрать дальнейший путь развития. И многие сомневались, многие функционеры заняли выжидательную позицию. Кто-то сопротивлялся.
но кто-то должен был принять на себя ответственность. И в нашей республике такую ответственность взял один человек. Тогда председатель Верховного Совета Автономной Республики Якутск, Михаил Ефимович Николаев. Мы помним эти события. Мы видели людей, какие позиции занимали каждый сам по себе. Кто поддерживал, кто сопротивлялся, кто сомневался. Этим и выделялся Михаил Ефимович вот за все эти годы своей жизни. Работая министром сельского хозяйства, работая секретарем областного комитета Коммунистической партии, областного комитета, он вел тогда сельское хозяйство. И я тогда видел его работу, его стиль ведения дела. И многому научился. И самое главное, он отличался от других руководителей. Тогда у него были, которые нам осталось в памяти, и он впечатлил нас тогда, молодых руководителей, тем, он всегда выше ставил интересы людей, интересы народа, и несмотря на определенные идеологические, политические тогда направления в деятельности областного руководства, Михаил Ефимович, он выше ставил интересы людей и интересы дела, чем идеологические догмы. Это было исключительным его явлением, которое определило и судьбу в дальнейшей нашей республики. Именно в 90-м году, в августе месяце, когда надо было выбрать позицию, занять какую-то четкую, определенную, когда народ ждал перемен, когда народ ждал решений, он единственный брал на себя ответственность вести Якутию именно в новых условиях, абсолютно по новому пути. Это надо было иметь смелость, это надо было иметь определенную такую наступательную позицию, чтобы преодолеть те препятствия, которые существовали в то время. Мы об этом знали, мы это видели, и это он сделал. Вот это его самое главное кредо, которое определило и будущее нации, будущее нашей республики. Это его исключительность, брать на себя ответственность, спасала всегда наши Якутии в то время. Декларация о государственном суверенитете. Отказ от грузки алмазов в валютный фонд страны. Заключение соглашения с федеральным центром. Все это была именно ответственность Михаила Ефимовича Николаева, никого другого. Вот был он таким человеком, и он остался таким человеком. Вот это его исключительность, как человека, как лидера. Это надо уметь, это надо делать. Он не боялся, он рисковал, он понимал, на что идет, и всегда побеждал. Побеждал, потому что его и народ поддерживал в этом. Я сегодня, конечно, хотел бы тоже много рассказать о тех или иных событиях, которые подчеркивали его особенность как лидера. В то время было много споров, появилась оппозиция, начали критиковать. И Михаил Ефимович все это преодолел именно в интересах народа республики. Он выдержал эту нагрузку, он не обращал на это внимания. Это была
такая позиция, которая тоже решала много в интересах нашей родной республики. В начале 90-х годов была угроза развала Российской Федерации. И его позиция, Михаила Ефимовича, поддержки тогдашнего президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина, и вот то, что было сегодня сказано о том, что был подписан федеративное соглашение, это было спасение России. И принятие в 1993 году Конституции Российской Федерации было завершением этого процесса. Россия была спасена. Это была тоже очень большая борьба, это была очень большая ответственность. Брать на себя и идти в защиту интересов целой страны. Сегодня мы можем очень много говорить о Михаиле Ефимовиче, но это невозможно его раскрыть, поэтому Михаила Ефимовича еще много надо предстоит изучать, его жизнь, его опыт, и это наверняка останется и на будущие потомки, на будущее поколение. Я благодарен своей судьбе, что в моей жизни встречался такой человек, как Михаил Ефимович Николаев. Я воистину сегодня могу подчеркивать, очень многому научился. Я даже до того был благодарен, когда он меня даже увольнял с работы. С пожеланиями. Потому что это все укрепляло меня. Я об этом ему лично говорил. Он, конечно, смеялся, но это было мое искреннее признание. Якутия должна быть благодарной Михаилу Ефимовичу. Потому что в самые ответственные моменты переломных в стране у руля нашей республики был Михаил Ефимович Николаев. Сегодня, провожая последний путь Михаила Ефимовича Николаева, я хотел бы выразить уверенность, что его память будет увековечена во многих наших населенных пунктах, чтобы передать его имя будущим поколениям, как он делал по отношению к своим предшественникам, которые отдали жизнь на благо своего народа. Он возвращал имена их. И я особенно хотел бы поблагодарить за тот случай, который произошел в моем родном Улусе, Чуравчинском районе. В конце 80-х годов мы, чуравчинцы, подняли вопрос об отмене решения переселения колхозов во время Великой Отечественной войны на север. И областной комитет партии нам запретил поднять эту тему. И нам пришлось очень туго поднимать продвигать этот вопрос. И тогда мы обратились к председателю Верховного Совета Михаилу Ефимовичу Николаеву, еще секретарю областного комитета. Он очень четко и конкретно сказал: надо бороться, надо продвинуть этот вопрос и решить. И, как и по другим вопросам, которые он вел, справедливость восторжествовала, и решение было областного комитета 1942 года было отменено. Это была величайшая победа в то время, и народ чуравчинский очень благодарен за это
Михаил Ефимович. Я хотел сегодня об этом тоже подчеркнуть. Поэтому нам, очень молодым руководителям особенно, надо учить познать то, что делал Михаил Ефимович, как он работал, как он занимался, и самое главное, научиться брать ответственность на себя. Если это будете делать, если мы этот опыт будем принимать, то много преодолеем. И Якутия будет развиваться и дальше, как хотел Михаил Ефимович. Михаил Ефимович, если были какие-то с моей стороны какие-то действия, то прошу извинений. Но я очень глубоко вас уважал, поддерживал, насколько возможно. И сегодня восхищаюсь вами, провожаю вас в последний путь. Прощайте, ваша память останется навеки. Прилагая все свои силы к созиданию мирной и спокойной жизни в родной для него республике, он запомнился как руководитель региона, искренне пекущийся о нуждах своих граждан, верный своему делу профессионал, патриот России. В этот день нельзя не сказать о том, что Михаил Ефимович ревностно заботился и о духовных потребностях народа, неизменно оказывал помощь Русской Православной Церкви и поддерживал якутскую епархию. Милостливый Господь да вознаградит его за это и да примет в свои небесные обители. В связи с постигшей нас утратой я хотел бы выразить искренние соболезнования родным и близким Михаила Ефимовича Николаева, а также всем, кто скорбит по нему. Молю милосердного Господа о том, чтобы Он укрепил скорбящих в постигшей их утрате. Мы никогда не забудем его преданность своему служению и вклад в развитие нашей Родины. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В год избрания Михаила Ефимовича Николаева первым президентом Якутии Якутская Саха-Советская Социалистическая Республика была переименована в Республику Саха-Якутия и вступила в новый этап современного развития. В сферу нашей духовной пищи, культуры, проделана большая работа как в содержательном, так и в материальном плане. Одному из самых почитаемых мест якутян, Саха-театру, присвоено звание академический, а состав театра, артисты переехали в новое современное здание. Слово для прощания от имени работников культуры предоставляется государственному советнику Республики Саха-Якутия Андрею Савичу Борисову. Дора Никитична, Ольга, вы знаете, как мы любили Михаила Ефимовича, знаете, как он к нам по-отечески относился.
Я на всю жизнь запомнил, когда однажды он в своем кабинете накрыл рукой в карте мира Якутию и сказал так: Андрей, мы с тобой ответственны перед народом, перед Саха-Сиря. Навсегда запомнил этот жест, эту интонацию, этот взгляд. Күнді бір дойдылақтар бұд, Михаил Ефимович Чувазджановон аймақтара, Республика бит Ильдархана. Дорогие якутяне, родные и близкие Михаила Ефимовича, глава республики. Сегодня с Михаилом Ефимовичем Николаевым прощается весь народ нашей республики. Он неукоснительно следовал главному принципу, сказанному классикам: «То хабартгар тоян народ, народ тантутус, народ катугала». Всему глава народ, за народ держись, служи народу. Историческая личность Михаила Ефимовича была востребована глубинной волей народа. Когда наша страна была на грани распада, Михаил Ефимович сделал очень многое, чтобы сохранить единство и целостность России. Но главное, во время нависшей угрозой политического, экономического, духовного распада страны, он, опираясь на традицию народа, сумел вернуть незыблемые ценности и смыслы. Когда у человека жизнь становится осмысленной, он обретает опору для действий, и народ, который знает смысл своего существования, обретает свою историческую миссию и становится на путь созидания собственной судьбы. Казалось, он романтик и мечтатель, и даже идеалист. Но методично, настойчиво он добился отчисления справедливой доли от добычи алмазов в 90-е годы, всеобщего развала наша отдаленная республика столкнулась бы с колоссальными проблемами в жизнеобеспечении населения. Потом из кризиса мы бы очень долго выходили. Не было бы у нас не построенных в его время объектов здравоохранения и спорта, культуры и искусства, но сотни и сотни новых школ и детсадов. Самое главное, наш народ только сейчас начал бы выходить из состояния духовного надлома, и даже и этот вопрос. Мы потеряли десятилетия, потеряли бы. А чем бы это обернулось для нас и аукнулось на будущем наших потомках, нетрудно представить. Михаил Ефимович дал народу новые исторические, национальные, геокультурные смыслы. В сложное время, когда рухнула социалистическая система, оставив весь советский народ без прежних целей, идеологии и социальной стабильности. Михаил Ильич Николаев и люди из его команды, среди которых нынешний руководитель нашей республики Арсений Сергеевич Николаев, руководители прошлых лет Вячеслав Анатольевич Туров, Егор Афанасьевич Борисов, смогли дать народу новые ориентиры, новые смыслы, новую идеологию свободы и развития. Поэтому сейчас мы являемся динамично развивающей республикой. Поэтому у нас выросли свободно мыслящие, духовно развитые и устремленные будущие поколения. А если есть у нас такие люди в непростом 21 столетии, значит, у нашего народа есть высокие идеалы и цели не просто выжить, а стать одной из развитых наций России. Мы прощаемся с Михаилом Ефимовичем в здании Малой академии наук, одном из лучших и современных российских образовательных центров, где дети учатся быть на гребне глобальных тенденций. И этот символ его уверенности в будущей нации, его веры в свой народ, нашу молодежь. Михаил Ефимович очень высоко ценил
мудрость великого философа Конфуция. А мы вспоминаем изречение Конфуция сегодня, что людей делает великим их путь. Путь первого президента был непростым, но великим. Это был путь лидера, мыслителя, умевшего заряжать соратников и народ своей уверенностью и своим энтузиазмом, своими идеями. А дух его останется бессмертным, будет жить не только в наших сердцах, но и в душах множества будущих поколений, как символ энергии будущего, умения предвидеть и реализовывать грядущее. В прошлом году, День столетия республики, народ, затаив дыхание, слушал выступление Михаила Ефимовича. Оказалось, мы слушали его завещание нам и будущим поколениям. Отцы-основатели автономии были создателями первой республики. Михаил Ефимович Николаев, первый президент республики, с соратниками, сподвижниками и с народом создали вторую республику. Перед ним предстояла история конца XX и начала XXI века, и он стоически противостоял и преодолевал вызовы в политике, экономике и идеологии. Как сильная, выдающаяся личность, он выстоял, преодолел и победил. И перед нами история, и мы предстоим перед историей со своими еще более сложными вызовами. Но и мы должны выстоять, преодолеть, победить. Как завещали нам отцы-основатели и первый президент республики Михаил Ильич Николаев, и продолжить становление уже третьего этапа республики. Среди мер по увековечению памяти Михаила Ефимовича Николаева много вносит деятели культуры предложения. И вот то, что, Арсений Сергеевич, вы дали идею обсудить, что парки будущих поколений поставят его памятник, а может быть даже и назвать его именем парк будущих поколений. Это было бы логично, это было бы очень верно. Так табылла, Михаил Ефимович, эн тепсилливет түтем акын, сахан оруата үйлертін үйергем, көлінеттен көлінегем, сүгірие мақтана ақтыға. Бұдан жылларға бірғай бірашты. В адрес руководства Республики Саха-Якутия поступила телеграмма от первого президента Республики Татарстан Минтимира Шариповича Шаймиева. Примите глубокие искренние соболезнования в связи с кончиной выдающегося политика и прекрасного человека, первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Мудрый, опытный руководитель, искренне преданный родной республике, Михаил Ефимович внес огромный вклад в становление социально-экономическое развитие Якутии в самое непростое переходное для нашей страны время. Я знал Михаила Ефимовича долгие годы, и меня всегда восхищали его исключительная человечность, глубокий ум и неизменное стремление служить интересам родной республики, родного народа. Прошу вас передать слова искреннего соболезнования родным и близким Михаила Ефимовича, всему народу Якутии. Мы разделяем горечь этой тяжелой утраты и скорбим вместе с вами. Светлая память о Михаиле Ефимовиче навсегда останется в наших сердцах. Первый президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Где бы ни был наш первый президент, в каких бы современных и развитых странах он побывал, он всегда оставался сыном своей малой родины, Хангаласской земли. Любовь Михаила Ефимовича к своей родине безгранична.
Слово для прощания предоставляется главе муниципального района Хангаласский улус Республики Саха-Якутия Олегу Валерьевичу Иринееву. Уважаемая Дора Никитична, Ольга Михайловна, Татьяна Михайловна, внуки, правнуки, друзья, соратники Михаила Ефимовича Николаева и всем нашим жителям Республики Саха-Якутия выражаю слова глубокой соболезнования с кончиной нашего великого человека, нашего великого земляка Михаила Ефимовича Николаева. Күнді кудурган митин кыттылақтара Дора Никитична, Ольга Михайловна, Татьяна Михайловна, Михаил Ефимович сиеннері, қоз сиеннері, чугаз жонныры. Қаңала сұлуғын жонын сәргетін атыттан барғытыгар дерин кудурғамын білдеребін, онна ырығытын сүдіккүтін тәңе үлләстебін. Михаил Ефимович бейеқа қаңалас жонугар сәргетігер чақчы самый күнді оны самый чугас кейеді. Төһө дағаны мен кеннекі сылларға бұл 2017 сылтан чугастық алтыған кәпсепел мүрдінен кені меха әлбәқ сүбәне маны әлбәқ надылақ әтилері берен кенеттон бұл бидәхік күнлерді жеңнәп дойдуге берініләқ кейі болан қаннады болылар дойдутун сайдарын, улуғын сайдарын тұғығар болғамтотун ұғырайдыра. Бейі жол бұтығар, сақан орызын жолуғар, маннық кейі бұл жалқанына тоғыны сылларға республиканы салаян үлләбіті бұл бейі жол бұттен мен санығын, оны әтебін. Аспыт сылға орта дойды ұғығар, республика сүй сыллағы ұғығар, Михаил Ефимович келен кыттыны лан хасыр даттан киехәңгідлі бұл ұғыққа сүрді өчүйдік жоны сәргені күтті көрсен, кәпсетен қарсқаға түхен. Бар бұта онына ұғық арылды тігер кені қаңаластарға бейеқі бұған ата қоты кес тылын әппіте бітті. Ол күрдік, ол әтейтігер кені бастадан туран әтер. Қаңалас ата қағандағаны тәпсілді бәті, кеттілді бәтіға. Онан қаңалас болар күтінен кен тұттын де. Еккейінен наука бар болдағана сайды қыт, наука бар болдағана енекіләқ болып көт, науканы күттірлес тәқітіне қаңалас ұға еннекея тақсайды. Онын бұл бір ұлу кейбет. Михаил Ефимович етекес тылын толар орға бары білге жолы уақта ақпыт, бары білге түмсәмет үлілі яқта ақпет. Оннан Михаил Ефимович бұл қаңалас ұғығар тоқ бар условияны тәрейді. Бұл үгерді алын академия науката орты өрақ, үрдік өрақ барда бар бұл. Онын бұл бихи улу кейбет Михаил Ефимович етекес тылығар бары күттіған бихи толорор үтік еспеттен әтебін. Үдіктауыла Михаил Ефимович түрәбіт түріт өктімін бора әйіға сымнағас тәлләқ сыла сорған болдың улу кейбет ұғын ұғар сымнағастық ұғынлық ұтый. Брасты, брагай. В адрес руководства республики поступила телеграмма от полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева. Приношу искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой. Ушел из жизни первый президент республики Михаил Ефимович Николаев.
Прекрасный человек и настоящий политик. Все свои силы и энергию он отдавал служению родному краю и России. Очень многое сделал как для Якутии, так и для страны. За годы его президентства значительно вырос политический статус республики. Была принята новая конституция, существенные изменения произошли в экономике, в жизни людей. Большая роль была отведена Михаилу Ефимовичу в деле становления федеративного государства, сохранения территориальной целостности Российской Федерации. Светлая память выдающемуся сыну якутского народа. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Вопросам просвещения, образования Михаил Ефимович всегда относился весьма внимательно и трепетно. Именная стипендия «Знанием победишь» является мощным стимулом для одаренных и талантливых детей, лучших обучающихся и учителей. 6 февраля 1993 года он своим указом Якутскому государственному университету имени Максима Кировича Аммосова придал статус головного вуза республики. Сегодня уже на современном этапе Северо-Восточный федеральный университет выступает кузницей кадров и обеспечивает высококвалифицированными специалистами практически все сферы нашей жизнедеятельности. Слово для прощания предоставляется президенту Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова Евгении Исаевне Михайловой. Уважаемые якутяне, глубоко уважаемая дорогая Дора Никитична, дети, внуки, родные и близкие, я выражаю от нашего многотысячного коллектива головного вуза нашей республики мечты и чаяний многих якутян. Выражаю соболезнования и сегодня глубокой печали вместе с вами мы прощаемся в этой родной колыбели с нашим первым президентом. Очень горько прощаться с человеком, особенно когда ты уважаешь, восхищаешься, когда перенимаешь опыт и когда получаешь большие и малые уроки и, конечно же, гордишься. Я скажу то, что до этого никогда не говорила, и вот когда сегодня Асим Сергеевич выступал, я вдруг вспомнила, что первый я свой строгий выговор с занесением личное дело комсомольца я получила в 10 классе в средней школе номер 2 из рук, то есть бюро подписанное, решение бюро было подписано первым секретарем Якутского горкома комсомола Михаилом Ефимовичем Николаевым. А до этого я получила грамоту как лучший командир тимуровской команды города Якутск. И когда вручал, я понимаю, и награду, и данный строгий выговор, он говорил о том, что, конечно, ты должна помнить о том, что это не ты дралась, а в этой жизни случается все. И тогда нужно, конечно же, всегда быть человеком решительным. Это я запомнила всю жизнь. И как-то так получилось, что в 1979 году, когда наша школа, где я работала учителем, Мегиналданская средняя школа Тампонского района, стала
победителем среди летних лагерей труда и отдыха Михаил Ефимович нам вручил трактор «Беларусь». А когда уже меня избрали заведующей Якутским гаражом, это практически оттуда, начиная вся моя профессиональная жизнь, конечно же, была рядом с Михаилом Ефимовичем. Я благодарна ему за ту возможность, которая называется и карьерный рост, и самое главное – это знание. Знанием победишь. Действительно, так оно и есть в нашей жизни. Я сегодня, уважаемые якутяне, хотела бы сказать о том, что в системе образования и науки было впервые связано с именем нашего первого президента. Впервые система образования республики стала называться визитной карточкой Республики Саха и Якутия. 1991 год по индексу человеческого развития, человеческого потенциала наша республика находилась на 41-м месте. И вот нам с Матвеем Васильевичем было сказано, что вы давайте вместе продумаем, как выйти вот из этого положения. 2001 год. Наша республика Саха-Якутия, это по данным Организации Объединенных Наций, удостоена 8-го места. За 10 лет 41-го выйти на международном уровне среди субъектов Российской Федерации на 8-м месте, это, конечно же, только Михаил Ефимович Николаев. Можно много говорить, но, к сожалению, сегодня, вот совсем недавно, в прошлом году, когда поздравляли с днем рождения, он говорил о том, что были же времена, когда наши учащиеся были не просто участниками, а членами национальной команды Российской Федерации по математике, по физике, по информатике, а один раз даже по английскому языку. Я уж не говорю про спортивные достижения наших школьников. Впервые Михаил Ефимович обратил внимание на то, что скоро будет юбилей Михаилу Васильевичу Ломоносову, и надо продумать указ, который, конечно же, касался бы развития русского языка. 300-летие состоялось в 2011 году. Указ Михаил Ефимович подписал в 1999 году. Впервые, наверное, в нашей стране, за что практически начали критиковать Республику Саха-Якутия, не вчитываясь в указ, то, что все те специалисты, которые работали с иностранной литературой, с новым оборудованием, учебным, научным, медицинским оборудованием, Михаил Ефимович попросил заняться вне рабочее время изучением английского языка, хоть технического. И был указ соответствующий, когда в 2000 году, в январе, буквально перед съездом, меня вызвали к Валентине Ивановне Матвиенко и сказали о том, что как же так у вас Якутия вдруг переходит и заменяет федеральный русский язык на английский. Но я взяла с собой указ и, конечно же, показала. Но Валентине Ивановне хватило полсекунды, чтобы пробежать по указу, и сказал, какой гениальный Михаил Ефимович. Вот таких событий можно сказать много. Очень долго спорили по введению единого государственного экзамена. Но Михаил Ефимович сказал, это нужно для детей. И привел такие цифры. Я выступал в МГУ и сказал Садовничеву, вот вы сегодня принимаете детей 25% только из регионов, а 75% у вас поступает из Москвы. И вот мы с Матвеем Васильевичем помним,
как буквально через год, это 2001-2002 годы, когда все поменялось наоборот. 75% из, как говорят, субъектов школ стали поступать в московские вузы, и только 25% из Москвы. А у нас было такое поручение, чтобы наши дети где-то одолеете 40%, чтобы поступили в вузы. Но получилось так, что благодаря единому госэкзамену наши дети 60%, и сегодня ни процента не опускаемся, иногда бывает и выше, поступают в лучшие высшие учебные заведения нашей страны и за рубеж. Вот хозяин этого дома, Василий Павлов, он один из тех лучших учеников, который учился за рубежом в Лондоне и впервые защитил PhD, стал доктором философии, физики и биологии, чем очень гордился наш Михаил Ефимович. И таких примеров очень много. Вот знаете, такая фотография чудесная. Невозможно без доброты, без его улыбки вообще вот так вот воспринимать сегодняшний день. Я думаю о том, что то, что строили, очень много школ, это более 200 школ было построено при Михаиле Ефимовиче. Очень много было сделано для нашего университета. Это грандиозный корпус, о чем говорил Владимир Владимирович Путин на встречах. Это корпус факультета естественных наук. Это новые общежития. Это дома, жилье для учителей и преподавателей. И практически получалось так, что, как любил говорить Михаил Ефимович, тут и профсоюза не надо, просто надо немного подобрее быть и вспомнить, что есть главные люди, которые сегодня растят будущее нашей республики. Михаил Ефимович задал нам заряд будущего. И, конечно же, мы тоже поддерживаем, что рядом с нами по распоряжению Арсения Сергеевича строится парк будущих поколений. И мы бы тоже очень хотели, чтобы этому парку было присвоено имя первого президента нашей республики. Пройдут года. В памяти, конечно же, подрастающее поколение, из поколения в поколение будут передаваться его указы, его идеи, его мысли, которые мы всегда зачитываемся из его докладов. И, конечно же, его человеческие качества, великодушие, доброта, справедливость мы никогда не забудем. Спасибо вам, Михаил Ефимович, что вы у нас есть. Есть крылатое выражение: кадры решают все. В период президентства Михаила Ефимовича с 1992 по 2002 годы был образован и эффективно работал Центр по подготовке кадров при правительстве Республики Саха-Якутия. В последующие годы преобразованный Департамент по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров при президенте Республики Саха-Якутия. Слово для прощания от имени соратников предоставляется государственному и общественному деятелю Республики Саха-Якутия Матвею Васильевичу Мучину. От имени соратников, коллег Михаила Ефимовича, которые с ним работали более 30 лет бок о бок,
и от имени помощников, которые работали и работают в последние годы, выражаю глубокое соболезнование Доре Никитичне, Татьяне Михайловне, Ольге Михайловне, внукам, правнукам, близким и родным, всему населению нашей республики в связи с уходом из жизни Михаила Ефимовича. Еще 1,5 столетия тому назад наш великий мыслитель Алексей Голгофский говорил, что у якутов грамотных меньше, чем слепые уши. Но на рубеже 2 тысячелетий, благодаря мудрому, дальновидному руководству нашего первого президента Михаила Николаева, наша Якутия удивила мир своими человеческими достоинствами, образованностью, оптимизмом, способностью жить в сложном мире и в гармонии с природой. Но эта реальность не пришла само собой. Глубоко обогащая и расширяя деятельность бывших предыдущих руководителей республики Максима Амосова, Платона Аюнского, Исидора Барахова, их соратников, Ильи Винокурова, Семена Борисова, Гаврила Черяева, Юрия Прокопьева, Михаил Ефимович определил совершенно новый вектор социально-культурного, духовного, интеллектуального развития нашей республики в период экономического и политического переустройства России. Я не приверженец мистики, но тем не менее однажды меня очень удивили и поразили слова, пророданные одним из великих вилюйских шаманов, который во время камлания в состоянии глубокого транса и экстаза проронил такие слова. 160 лет тому назад это было. На благословенном берегу Великой Лена, на просторах долины Аркяни, родится выдающийся сын народа, предопределенный судьбой, кто взрастит и возвратит корни жизненного сока. Любому понятно, о ком шла речь устами великих высших сил природы. Михаил Ефимович, чем мы очень много работали, я его знаю, мы с ним работали с 1974 года, когда я еще работал директором Павловской средней школы. Он тогда, работая в Верхней Вилюе, первым секретарем райкома партии, еще в 1974 году, переезжая на различные пленумы, партактивы, все-таки вечерами находил возможность выезжать к нам в Мегино-Канградский улус, в Павловскую среднюю школу, чтобы обмениваться опытом нашей работы. И он рассказывал очень много о работе народного учителя Алексеева. Мы с ним много работали в кадровой политике. В своей кадровой политике
Михаил Ефимович придерживался всегда, как мне кажется, кредо великого русского философа Ивана Ильина, который говорил: не искоренять, не подавить, не проводить чужую кровь, а всем дать выход и великую Родину, всех соблюсти, всех примирить, всем дать молиться по-своему и трудиться по-своему, а самых лучших отовсюду вовлечь в государственное и культурное строительство. Так немец Эстерлейн был назначен главой Нюрнберга, украинец Ларченко был назначен главой Нижнеколымского улуса, азербайджанец Гафаров был назначен директором Леннефтегаз, азербайджанцы Мамедов Ализабит директором цементного завода. Аглы Александр был назначен заместителем председателя правительства. Представители малочисленных народов Кирвашапкин, Погадаева и другие были назначены в соответствии посты и должности. Грузин Саникидзе Закуро был назначен одним из руководителей нашей авиации. Далее. Михаил Ефимович является одним из политиков-тяжеловесов нашей России. Он не только лидер местного регионального значения, он также лидер и в масштабе России и международном. Так он, будучи президентом нашей республики, встречался с двумя президентами Соединенных Штатов Америки, Джорджем Бушем-старшим, Биллом Клинтоном, императором Японии Акихито, королем Швеции великим Карлом Густавом XVI. Он встречался с президентом Израиля Вейдзекером, президентами Исландии и Финляндии Олафуром Гримсоном, Маттехтисааре. Он выступал с трибуны индийского парламента в Дели, выступал с трибуны Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Европарламента в Страсбурге. Я думаю, что не всякому губернатору все это было под силу. Он встречался с великим руководителем Китая Зендаминем в 1974 году, будучи президентом, а 10 лет спустя, в 2004 году, встречался с Кузинтеа, тоже председателем Китайской Народной Республики. Михаил Ефимович такой человек, который всегда прислушивался к мнениям других. Он не только имел возможность слушать людей, но и слышать. В этом плане, мне кажется, уместно привести пример императора Франции Наполеона Бонапарта, который, находясь 50 лет в тюрьме на острове Святая Елена, обдумывая свою бурную политическую жизнь, писал, что моя власть начала расшатываться, когда я стал не терпеть вокруг себя умных людей. Солнце моей власти закатилось полностью, когда я стал игнорировать мнением других. Противоположность этому Михаил Ефимович всегда четко прислушивался к мнениям других. Он более 30 с лишним лет, уже величаво, можно сказать, на орбите не только нашей республики, но и на российском небосклоне. Слишком много говорить
невозможно, но мне кажется, будущее поколение будут писать о Михаиле Ефимовиче. Я думаю, что всю государственную, общественную, политическую деятельность Михаила Ефимовича будущее поколение могут сгруппировать на 5 блоков. Что он открыл в нашей республике, что он создал в нашей республике, в-третьих, что он построил в нашей республике, какую работу он провел в кадровой политике. 5 моментов. Будущее поколение, я думаю, что об этом нам расскажет нашей республике, нашего населения. Когда-то в конце войны великий сын Чехии Юлий Швучик говорил перед смертью следующее. Қарағым оты өстіғіне, сырдық дуым көттіғіне, тағара мен рейга, рық нранылыға. Подобно этому, пусть светлая душа Михаила Ефимовича найдет вечный покой в божественном раю, и оттуда, как свет далекой звезды, озаряет грядущий путь нашей республики, нашего населения, якутян, родных и близких. Прощай на все времена, наш великий друг, наш лидер Михаил Ефимович. Именно в годы руководства Михаила Ефимовича Николаева произошло преобразование производства научного объединения «Якуталмаз» в акционерную компанию «Алрос». Началось масштабное строительство подземных рудников на трубках «Мир», «Удачный», «Айхал». Сегодня «Алроса» занимает лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. Слово для прощания от имени промышленников предоставляется заместителю генерального директора акционерной компании «Алроса», кавалеру ордена Республики Саха-Якутия «Полярная звезда» Игорю Витальевичу Соболеву. Уважаемые родственники, от многотысячного коллектива группы «Алроса» примите искренние соболезнования в связи с кончиной великого мужа Михаила Ефимовича. Ушел из жизни выдающийся руководитель, мудрый наставник, незаурядный человек, который стоял у истоков создания нашей компании. Именно его дальновидная политика, она заложила основы развития промышленности в Республике Саха-Якутия. Именно благодаря его принципиальной позиции в 1992 году был подписан указ о создании акционерного общества «Алмазы Россия Саха». И это решение позволило в те достаточно смутные времена сохранить, не позволить разграбить, устроить передел собственности структурных подразделений Треста «Якуталмаз». Именно благодаря этому решению были сохранены рабочие места и благополучие семей алмазников, которые продолжили трудиться в компании. Сегодня компания «Алроса» – это международный лидер, компания мирового уровня. Может быть, не все знают, но именно тогда, благодаря Михаилу Ефимовичу, было принято такое достаточно индивидуальное для российской промышленности решение, что федеральные налоги, которые будет платить алмазная компания, они будут оставаться в республике. И это решение сохраняется до сих пор. Федеральный налог на добычу полезных ископаемых мы, наверное, единственные в Российской Федерации платим в бюджет республики, и поэтому компания
действительно формирует своими поступлениями на 40% бюджет республики. Это все позволило создать компанию, которая в те времена стала и остается до сих пор действительно национальным достоянием якутского народа. И все это благодаря именно тем дальновидным решениям, которые принимались Михаилом Ефимовичем. Я от лица многотысячного коллектива предприятий группы «Алроса» хочу сказать, что этот человек, он действительно был отцом-основателем нашей компании. Светлая память великому мужу якутского народа. В жизни Михаила Ефимовича особую роль занимали самые настоящие верные друзья. Независимо от занимаемых руководящих должностей, при принятии значимых решений во благо общего развития своего народа совместно с друзьями всегда можно найти верные решения. Слово для прощания от имени друзей предоставляется народному депутату Республики Саха-Якутия Алишу Забитаглы Мамедову. Уважаемая семья Тора Никитична, Татьяна Михайловна, Ольга Михайловна, дети, близкие, уважаемые друзья, земляки, якутяне, судьба так определила, что в Хангаласской земле 44 года живу в районе родины первого президента, лидера нашей нации. В 1991 году своим указом назначил меня директором после Москвы второй раз и до сих пор являюсь руководителем. 33 года имею честь быть рядом этим великим человеком, послушать его, руководить предприятием, строить, мыслить, думать. Хочу вам сказать, что я никогда не учился в высших партийных школах, никогда не учился в институтах министров, губернаторов готовить. Я всегда учился в одной школе. У меня была школа Михаила Ефимовича Николаева. Моя школа была всегда не в аудиториях, а не в каких-то конференц-залах, кабинетах, где был всегда на земле Хангаласский, пешком, или это Актемцы, или это Тетибя, или это Качкацы, Махсолох, Покровск, Лоханан. Было время, что мы с Качкацы зимой пешком проходили по реке пешком, и за эти 2 часа можно было получить уроки жизни, начиная от космоса, кончая человеческой жизни. Он всегда мне говорит, что лишь ты моей родине живешь, ты всегда подними голову выше. Смотри выше забора цементного завода, смотри школу, садики, дорогу, почему мы так живем, чем ты можешь помогать. Даже один пример есть, когда в Ленинске была беда, и я на самом деле думал, что Якутцемент больше всех помогает, цемент отправляем корабль за кораблем. Он звонил мне, сказал, срочно Якутск паспортом. Я одной рубашкой приехал, улетел в Ленск, и он мне сказал, а чем Хангалас помогает Ленск? Чем? Я начал хвалиться, говорит, в Алмазику тебе этот цемент покупает, МЧС покупает, это не помощь. Еще какую улицу, какой дом ремонтируем. Я же тебе просил, чтобы быть выше всегда, смотреть вдаль. Ты живешь на берегу реки, великой реки Лены. Мы за 1,5 года там построили жилой дом, 5-этажное здание, суди, школа, Беченче, Ленский. Поэтому это на самом деле великий учитель, и он всегда напрягал. У нас азербайджанцев на самом деле старший, как у Якутов, Убай, это важный человек. Но и власть у нас первое лицо, есть первое лицо, поэтому я всегда был в напряге, но в тонусе, но гордился тем, что он всегда мог спокойно пойти в любой якутской семье, вместе покушать, позволял себе зайти ко мне домой. Я очень близко знаком был с Ольгой Михайловной, Татьяной Михайловной. Моя супруга просто дрожала, увидела, всегда хотела хотя бы одну фотографию Михаила Ефимовича. Мой сын всегда в Москве улице пробежал, с ним обнимался. Он мне говорит, что сын воспитаннее, чем ты намного. Михаил Ефимович великий человек. Жить таким человеком, работать была, естественно, гордость. Я молодые годы, когда директором стал, отца потерял. Я считаю, что, поверьте, это не пустые слова, он был моим отцом.
северным отцом, я ему говорил, когда он университет строил, я говорил, что отец молодец. Когда аэропорт строил, отец молодец. Когда медцентр, Камдрагмед, очистные сооружения. Многие, да, на самом деле, недалеко, когда критиковали. А на самом деле, те годы Якутцемент тоже мог на бок ложиться. Да, много и ложились на бок, их давно исчезли. Он, никто не поверит, в 1994 году еще выделял нормальную сумму валютного кредита для Якутцемента, что мы меняли итальянское оборудование, чешское оборудование, германское оборудование. Они до сих пор работают как часы, потому что он так далеко вперед смотрел, не зная меня особо тогда, да, помогал заводу, а потом доверял мне строить, что Якутцемент в последние годы построил 22 каменных школы республики. И каждым наследие нашего улуса. Поэтому спасибо ему, этому великому учителю моему, что учил меня жизнь видеть, понять Якутию, понять улусу, стать 3 раза депутатом, без его мнения, без его уважения, этого тоже не случилось бы. Все, что связано в моем воспитании, становлении, есть большая роль моего северного отца. Михаил Дмитриевич, простите, если не что так, прощайте. Михаил Ефимович очень любил и ценил молодое поколение. Много общался и встречался с молодежью, радовался их достижениям. Он возлагал на них большие надежды и утверждал, что будущее родной Якутии и страны за ними. Он сделал очень многое для разностороннего развития детей в республике. Слово для прощания предоставляется выпускнице Высшей школы музыки, солистке симфонического оркестра города Москвы «Русская симфония» Ирине Васильевне Дагуевой. Уважаемая Дора Никитична, уважаемая Ольга Михайловна, Татьяна Михайловна, родные и близкие Михаила Ефимовича, уважаемые соратники и сподвижники Михаила Ефимовича, уважаемый Осет Сергеевич, дорогие уважаемые якутяне, от нас ушел великий человек, наш отец заботливый, и я и мое поколение чувствуем себя сиротами. Позвольте выразить соболезнования от имени музыкантов и выпускников Высшей школы музыки, родным и близким и всему якутскому народу. Михаил Ефимович дал моему поколению, детям 90-х годов и многим другим поколениям последующим, возможность увидеть новый большой мир и вступить в этот мир открыто и смело. И с помощью приобретенных знаний быть равноправными членами мирового сообщества. За это мы всегда будем благодарны Михаилу Ефимовичу. Михаил Ефимович и после окончания учебы продолжал о нас заботиться. А на личных встречах в Москве, на встречах выпускников Высшей школы музыки в Москве Михаил Ефимович давал нам наставления, делился с нами своими планами, идеями. И он часто нам говорил об идее Творца, о том, насколько современному миру необходимы творцы, люди, которые от всего сердца, от всей души созидают. И он говорил о том, что только в таком случае результат трудов может содержать тот самый культурный код, который будет полезен нашему народу. Он нас учил быть смелыми, учил опираться на себя прежде всего, верить в себя и в свои возможности. Говорил нам часто об эволюции мышления с менталитета выживания на менталитет развития, на менталитет творческого развития. И благодаря этим встречам, благодаря своим идеям, он сподвигнул нас быть вместе, быть сплоченными. И мы, выпускники Высшей школы музыки, объединились и организовали несколько лет назад фестиваль
«Виват Альма-Матер», который создан с идеей благодарности нашим педагогам нашей высшей школе музыки и прежде всего основателю школы Михаилу Ефимовичу. В рамках этого фестиваля, как говорил нам Михаил Ефимович, верить в себя, быть смелыми, мы несем наши профессиональные знания, наши творческие достижения в Улусы. И он был очень рад тому, что мы съездили в Улусы и давали там мастер-классы и концерты. Он говорил нам смело заявлять о себе в регионах. И мы давали концерты в Москве и в Санкт-Петербурге. Также мы, дети 90-х, воспитаны на сформированных Михаилом Ефимовичем ценностях. Очень простые, но очень важные и вечные ценности. Это любовь к родине, любовь к труду, здоровый образ жизни и многие другие. И задача моего и будущих поколений, основываясь на этих ценностях, обогащать культуру своего народа, своей страны новыми, еще более передовыми, более глубокими смыслами и идеями. Михаил Ефимович очень любил классическую музыку, был большим его поклонником и верил в ее мощную созидательную силу, очень сильно поддерживал развитие музыкального искусства Якутии, организуя различные проекты, институты, в том числе последний проект «Самый сильный. Музыка для всех». И он верил, что именно музыка развивает в человеке так необходимое современному миру творческое мышление. И в конце своего выступления позвольте попрощаться с Михаилом Ефимовичем с помощью музыки. Я исполню пьесу якутского композитора, первого национального профессионального композитора Захара Константиновича Степанова «Раздумье».
Михаил Ефимович ставил одним из первоочередных задач государства укрепление мер поддержки семьи. Он был убежден, что именно в семье начинается духовное и нравственное воспитание каждого человека. Все мы знаем, что в 1993 году он учредил День матери в Якутии, впервые в нашей стране. От имени семьи Михаила Ефимовича слово предоставляется Ольге Михайловне Андросовой. Глубоко уважаемый Айсен Сергеевич, друзья, соратники, земляки Михаила Ефимовича, я хочу сказать слова признательности за ту поддержку, которую мы начали ощущать, ощущаем ее с первых минут, буквально с момента ухода из жизни нашего отца. Вот вспоминали, какой он политик, какое значение, но у нас у всех остальных в семье буквально аллергия на политику, мы далеки от этого. И несмотря на это, у нас так сложилось, что в нашей семье две даты такие, они связаны с такими событиями. Это мама у нас, родившаяся 27 апреля, в День Республики, и бы еще раз, второй раз, где бы ты хотел родиться? В какой стране, в какого земного шара? Он сказал, нет, хотел бы в семье, он любил жизнь, и все что-то такое новое там, поэтому разговоров о том, что где он будет похоронен, он вообще никогда даже и не было, поэтому все этот выбор, который происходил от всего места, все было согласовано, согласовывали, и весь сценарий, весь этот протокол, все происходило. Я благодарна Исаину Сергеевичу, что все происходит слаженно, так проходит гладко, все четко, все продумано, до всех мелочей, которые даже мы не могли представить, потому что мы вообще в беспомощности и в растерянности, можно сказать, а сейчас идет все просто буквально по минутам, поэтому это такое единство, слаженность, единой команды, под единым руководством, это очень хорошо, и я думаю, что в этом он и в проводах своей, и в будущем, я думаю, он доволен очень, это видно, мы видим по его выражению. Большая благодарность всем, и хотелось бы, чтобы и в дальнейшем так все и продолжалась наша дружба, единение, поддержка, во всем. И мы говорим, что какая наша хорошая республика, она огромная территория, и думаю, что нас хоть и мало, но это мы большая сила, и у нас большие богатства в республике недра. И единый многонациональный народ. Я думаю, что единственное, что хотелось бы, что, чтобы он был доволен этими проводами и всеми, и мы все любим, вся семья всем благодарна, и спасибо. Уважаемые родные и близкие, Михаил Ефимович, еще раз примите наши глубокие соболезнования по поводу постигшей всех нас неоценимой утраты. Михаил Ефимович закончил свой жизненный путь. Пусть добрая, светлая память о нем сохранится в наших сердцах на долгие годы. Уважаемые участники траурного митинга, Михаил Ефимович будет похоронен на родной Актюмской земле, где он родился. На этом траурный митинг объявляю закрытым. Прошу всех присутствующих проститься с Михаилом Ефимовичем.
Үремит осколатын, онна Свято-Троицкая таңары жетенник кырдытыгар көмі соңғыған, көтөгүллүган. Бүгін окутурган митинигер Михаил Ефимович Пергүлеләбит өләннәқтірі, республика салалтата, бир дойдулақтара, чогас жоно эппеттерин курдук. Кыржыга даганы Михаил Ефимович федеральный тахымнах. Бүтүн нация лидера. Бүтүн сахан урутун томус туттар кейті. Кене өссө народтар эккардыларнағы. Анды дутахымнах политик тедаққа улахан олғас болбад. Сахна Россия атағар турутугар Михаил Ефимович сүнкен кылаттақ ке. Кыржык тоғуғыны сылларға жалханнақ кемнерге. Ұғылы тоғылу инне кенне білібет, туға ханныға көстүбет кемнерге. Михаил Ефимович ырағы кеңні толкуйдур, көрір, олықтоқтук, беге тіректәқтік. Онна серге чиңник теренен турар бөдөң политическе салаятчы болырын бұғытынан жонун төмет арды бұтан. Саха кемені беге туғы мұқ бұтуй, туғы кестәқ біті, туғы культуралақ бұты ден ұйтыға қоруя хоқ ағыз қаллаңы қалбытты туран қалбыт кемегер. Михаил Ефимович бейға етіға еққа беге кембіті min sahabın den öyle hananı tutuqqa den narokka eppitiger John billen turar tekirjikti bihege sahamuk bihege diring silistaq motuqtaq bihege öbügeler bitten utumdan but ütügestaq diring kulturalaq mukputten etagay beppet kırjik saha den otçolorton otçolorgo elbeq terilde teterilli biten ıhıqpıt sörgütüllü bite Онна төрөт культура бут, фольклор бут, комус бут, олонко бут, оғохай бут, де жигнахти иккис тынылан өрі дорай бута. Олонко ЮНЕСКО шедевры билдеригер билен туры Михаил Ефимович маңне гулхан улгу урбута сарбаға соқ. Михаил Ефимович беге саха омуга қалын қарға қаппақчалынан сытар Жон бол батақпыт, бейген декеләқпіт, бейге кескеләқпіт денеппіті. Атын бейге күрді кеме сірейдіғ Азия омуқтарығар сайды қайдақ кәлбетін. Түрі түгестерін ұтымнан сайдыны тәңге жөрелен оларыларын, оны қолыбыр оңыстон түребі дөйді тұғар әмен маннағыл бұта. Ол күрдік Япония болуын, Қытай болуын, сайдылақ омуқтарға кене әлбәқті веренен, онна манна қалын ол билетінің әрен, бәл
саха херин брестебителлер кытта баллара. Михаил Ефимович отчолорго телбис суола күн бүгүн беге инникиге кардылыр ытыкыллык бут болар. Кени арибыт артыга, кени солабыз суола бүгүн олокпут окулады болар. Уход Михаила Ефимовича Николаева – невосполнимая утрата для всего нашего многонационального народа. Без преувеличения, великий человек. Он вписал себя в историю нашей республики, страны и мира. Его врожденный удивительный дар прогнозирования, любовь к своей родине, любовь к своему народу. Настоящий патриот, великий сын народа Саха. Вечная память.
Билген эти Михаил Ефимович Николаев тихек суулугар атары сері тома салғанар билген биһиги бу өттүмнөгү Свято-Троицкай таңара жетигер келлибит буманна тыынча агыс 16 ыллаакка тутуллубут таңара жете бу өттүм серигер отугар Чапаев эленетигер турар онна бу кини аттатыгар бу Михаил Ефимович Вереммит осколата бар онна кини күмү соңуга бу серге күтөгүллүгө. Торжественный митинг завершился. Похоронная процессия направилась в Свято-Троицкую церковь. Здесь рядом находится школа, где учился первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Деванна билген бу сертум толуруллар кемигер Михаил Ефимович Билелебит кәпчі кемнереттен әмие кылгастык ақтана харбытын өңілләң. Михаил Ефимович бу әрдеттен харбы бұқырдық оғаймақ личность бұғытының сайдытыгар. Народ верақтақ болутыгар. Наука Бейгі республика бітігер сайдытыгар. Етенне тық ағыстывата әмие лұхандық сайдытыгар сөнкен қылатын келер біте. Оны ахан Михаил Ефимович бу промышленность эггете сайдытыгар кылаттагын актанахар булгучулак онна оннолхан болгомтону урар идденере болу ол курду биһиги сахабыт серин экономиката рынок эггетигер алмаз бриллиан көмүс костогунун тугунан ылыктак сынаны ылынан 1992 ыллакка алруса компания 92 ыллакка сыналак металл онна ТАСС комитете итенне Нижнеленский территория 1994 сыллакка Саха республика тигер гемологический кийин 1994 сыллакка тутулууда. Ону таханан 96 сыллакка золото нир ингредиент терилте аме бу Михаил Ефимович көгөлөһүнөн терилибите. 96 сыллакка Коранактагы көмүс костур компания терилендилебите. Алроса Нюрба 97 сыллакка Алмазана бара 1990 сыллакка итен экетен чагылардакка бу алмаз онна Ситохос Нурбай геологиятын института терилибите. Элгуугал ден тас чогу костур терилте неп газ утагын тардыта онда неп газ оңорон тахарытын салалара эме күскө үлелен бар бытыр 1992 жыллакка Саха нефти газ болдун 1994 жыллакка Якут газ болдун 1999 жыллакка нефть онна газ калгатын института терилибиттер. Ону таханан Михаил Ефимович атын кытта бу алдан беркакит алдан томмот темир сол утагын тутуутун түмүгө эме жүрелер кини эме бу салага сырлактык үлелен бу Саха херигер темир сол келите эме күскө барбыта. Ону таханан тон биһиги Сахабыт серигер бу алмаз промышленнаха, уматыгы хостур промышленность эме күскө үлелен барбыта. Сүрбе бирис үйе экономика тыгар, Бейгі республика бут экономика тыгар бухан саханнар улахан кылатта болбуттара. Ону тахануттан самай устук кемге республика бут президенти Михаил Ефимович Николаев бу Чукуске горакка улахан терилтелери терибите. Ол курдук мебельный фабрика бар болбута, истенер комбинат бар болбута, тери атактанган комбинаты бар болбута, махытаңастыр фабрика, онтын да атын оңорон тахарар терилтелер Италия, Швейцария, Жапон, Германия курдук дойдулар териллеринен оборудованияларынан качылбыттыра. Онна саңа үлемесете тақсыбыта. Ону таханан гахы оңорон тахары собота тутуллан канадский технологиянан Жокускай коракка чепчеки промышленность котугу сирге уокка сайдыта бу бир сөрүн ситихи болар. Ону таханан национальный компаниялар Бейгі республика битигер салаллан сагаланан барбыттыра Саха авиа, Саха авиалинията, Саха херин тимир суола болун, онна бу
сол спатын агентствата Саха Телеком курдуктерлер үләбиттірі. Оны тағынан тыхиддерігер, әме күстәқ соботтыр үләбиттірі, комбикорма бейхалығын оран тағырыға, Покровскайға болдың, мәна хаңлас қаптағайғыр болдың, намыңа, қачықаққа күскіл үләбиттірі. Оны тағынан инеке бұламына комбикорму оңырын тағыры соботтар кытта баллара. Возвращаясь к президентской деятельности Михаила Николаева, хочется отметить, что то десятилетие знаменовалось достижениями в социально-экономическом развитии Якутии. Согласно докладу программы развития Организации Объединенных Наций в рейтинге развития человеческого потенциала среди регионов России, Якутия поднялась с 41-го места в 1998 году на 8-е место в 2001. Кроме того, первый президент республики провел работу по переводу экономики региона на рыночные отношения, созданию республиканской алмазно-бриллиантовой, золотодобывающей, угледобывающей и нефтегазоперерабатывающей отрасли. В 1990-е годы в Якутии создали авиакомпании «Саха-Авиа», железные дороги Якутии, агентство дорожной службы Якутии «Саха-Телеком». В строительном секторе за 10 лет на бюджетные средства ввели 5,5 миллионов квадратных метров жилья. Беспрецедентной инициативой первого президента является внедрение государственно-частного партнерства в реализации ряда проектов в рамках общереспубликанского движения 2000 добрых дел 2000 года. За один год построили 40 спортивных залов, 4 стадиона, построили и реконструировали 38 школ, 16 детских садов, 35 музеев, 14 памятников в честь победы в Великой Отечественной войне. Спустя 15 лет инициатива была закреплена федеральным законом от 13 июля 2015 года о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации. Тоғын сылырға Бейгі Республика бітігер алмағы кырылыр соботтар массабайдық тұтулан бар бұттара. Оны күрдік оттан бейге ювелиріне оңықтары оңырын тахары бейге олықтақ түйірдерігер күскі хайды бұттара. Ол күрдік түйірдерігер сүрбе ағыз граниліне собот тұтулы бұта білдер. Михаил Фимович кемигер растамыт бутыккалах уну куту эме массовойдык бар бута, бу эме саңа сүйран быхытның кирбите саңа технологиялары, фэшн индустрия ден курдук биге таңаспыт брахынник төрүт таңастары тигиге эме улахан хамсахандар кирбиттере. Мухунан кыхан оңруга оңырын тахарар декоративный искусство көріңін бұғытынан атын көріңлерге әме күскен өліспеттірі. Нөрінгіриға саңа кері массыналарын таңы әме бұл кемге бол бұт әбет. Білген бейге көрібі күрді бұл христианскай итағалінен таңары жетігер кейрен сері тумыт олыр ұқтыра, ол кемге Джон Серге әме Михайловнишка мақтан артыларын істеғін бағалысты. Сегодня мы прощаемся с нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым. Михаил Ефимович был великим государственным и политическим деятелем. Он возглавил нашу республику в очень сложное время и смог обеспечить межнациональное согласие в нашей республике, заложить фундамент для его дальнейшего социально-экономического развития. Михаил Ефимович, благодаря своей мудрости, очень большое внимание уделял подрастающему молодому поколению, образованию, и благодаря ему через департамент по подготовке и расстановке кадров тысячи и тысячи молодых людей смогли получить образование за пределами республики, учиться в лучших вузах страны и за рубежом. Я за это очень сильно ему благодарен.
также хотелось бы сказать, что Михаил Ефимович, как большой руководитель, мудрый наставник, во время беседы с нами, молодыми руководителями, давал мудрые советы и наставления, которые мы будем обязательно чтить и постараемся восполнить в жизнь и реальность. Мы будем всегда очень гордиться и помнить нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Здесь родился Михаил Ефимович Николаев. Я сам здесь родился. И в этот печальный для нас день мы прощаемся с нашим лидером нашей нации, Михаилом Ефимовичем Николаевым. И мы, как молодежь, который был воспитан при Михаиле Ефимовиче Николаеве, получили образование при Михаиле Ефимовиче Николаеве. И будем всегда чтить его память. То, что он дал нам такую большую школу, открыл для нас весь мир. Мы очень благодарны, будем чтить. И дальше нести это бремя, его слова, его напутствие нашим детям, нашим внукам. И очень надеюсь, что имя Михаила Ефимовича Николаева всегда останется в наших сердцах и в сердцах нашего поколения и будущего поколения. Он пронизан глубоким смыслом. Человеческой жизни, этого временного отрезка заканчивается, и начинается новая вечная жизнь. Мы, отдавая дань уважения телу преснопамятного Михаила Ефимовича, сегодня мы провожаем последний путь нашего Галаса, великого учителя Михаила Ефимовича Николаева. Весь Хангаласский улус скорбит. Ибо таково предназначение каждого человека. Невосполнимая потеря. И нам сегодня, тем, кто живет, продолжает жить, необходимо осознавать, взять на себя ответственность за развитие нашего родного Улуса, за развитие нашей родной республики. Михаил Ефимович, наш духовный лидер, всегда был с нами, всегда помогал советам, всегда поддерживал очень трудные минуты. Несмотря на свое величие, ведь он великий человек, он приходил к нам, заходил в семьи, общался с детьми, с молодежью, поддерживал ветеранов. Мы всегда должны помнить нашего великого учителя, духовного лидера Михаила Ефимовича. Пусть наша родная Хангаласская земля будет ему пухом. Вечная память вам, наш дорогой Михаил Ефимович. И надежду на жизнь вечную. Сахалар улахан сүтүктеннибит Михаил Ефимович Николаев бүгүн бүтек солугар атагара кален турабыт. Мен Михаил Ефимовичке
1993 yıllarda Kırkağıt Ministerin Bastığı Olbiyaçet'ten ananan kiren baramın ontunlata 6 hanülelen keldi bit elbaktik nögüllen etillen takallan tinitten yörenen bu bugünkü toqküngedli jon elbaga ettiler men löleri toqnan kırkağıtın ötür doktor bollak buna Rossiyaga baran kırkağıtın ministersvetiyer 94 yıllarda kireli buput onunla şerbakten bastığı hobiyaçıya kiren bu kırkağıtı hakkıyla hayditigar Rossiya kırkağıtı ministersveti hayda öyle yaktağın tuğunan kepsetini giten onunla ilenen erge badavot tahtarigar zaviyuka правительство председателин Олбиячытыгар киирэллэммит водовокка картиннан кылылыһылларын онна бу водовод сака лигер туох надалагын бартын баарсан аксыбыта онно кини кепсетеригер эддеттен белемненен ола жоннорун барытын күйөйетен кылдыргер киллерер гына кепсетеретилдиэммин туохтугун онноттон бу манна тыахаастыбатыгар фермерская хозяйство хайдытыгар тыга жана вообще доходтак бололларын тугугар элбагулениитен бихигини олуяган иригар даганы сел хоруп туруорадыгар акалар тиеригер олороллар төлбелен онон ака жана доходтак болорыгар билияктаак беттен скороспелкалар келилеринен жарыктана хедибиппыт ону кини барытын төбөтүгөр тутан хас күн айы тыга хозяйствотан жарыктанар кихи курдук хотя летел бахтынан баран бихигини гытта алтыхан илерирете. Онна билибелөктөрүнөн, илинеңердеринен программатын уруоккарын диен. Ол программаларны үлөһөлөргө териктер бите. Программа бар болуоктагы эт бусетер гитин онтугатын билияктаак кетти. Оннотон бу каңалас болуп көһүнөн бие каңалас келбактык таксан хиллер этилит. Бу тутуулар барыларын барытын көрөн контроллахан онна апсы кораттагар олорор улус сайдитит мелтоктен мелди бигини тон этен керден үйрөтен таксар эте. Бу билген тура дөктөн бүтүөр бу тутуулар бар талак кене хавалтатынан бар бүттөрө ортодойдуттан сагалан бу экологияга ортодойдуга таксан бастан көрөм бара колуска аян кийит битананна манныга биек зоопарка бар болуктакты ол баганаты билген бартын кинологка килдерен баран бигиттен барды. Онон оттон Михаил Ефимович бүгін жылларга бирахай бирасты. Сакасырын олуқтақтыры бары күтіргіңден өкенеге бар жонугар, кәргенігер, оғылырығар, сиеннергер, пердебет. Бүгін Михаил Ефимович бұл бітехек, тихек, суылығыр атарары тұрабыт. Мен Михаил Ефимовичтен раскемнерге үлелен, совхоз директорды өйден директорка корпуска үлелен. Ол кәнеттен үдікі партийный школа кәнеттен кене пехайство секретарь даганы пехайство делгер обком инструкторнан ол кенеттен бу районмар Орджоникидзевский района райисполком председателен ананан келбетим ол кенеттен Михаил Ефимович Укаханан тоғына асылгыдлы бу төрөбит улус бар улус багылыгын бастыкы Олбиячыннан үлелен келбетим Михаил Ефимович деңнәк бахаңала сурулар патриот, кені сақай сирен патриота білдер. Ол дойдутун хаша білюр, кені дойдутугар мелдикалер, білсер, көрсер,
это Михаил Ефимовичтин бихи өрсылларга бирге алтыспыт бир чугас кехите тумин кинем яхочу тал болар onun kekinite birgülüläpin halhanny ken tuttavan. Хаңына сулугар Михаил Ефимович көмөтүнөн бу 90-сылларда амыгырханны кемнерге биге улуспут бәтин дирин историятын үйрәтиге кирбиппет ол курдук биге история бу хаңылас улугун историятын дигинтан сагалан бу манны дикшене фондавтар аттарын чөлөгөр төһәриге улахан үле барбыта оны Михаил Ефимович көмөтүнөн бихим манна улуспут атын аржинкизовкайттан хаңылас улугур колу попут ол кенне биге бу улуспут егер даже бу Боровской бехөлеге корат болутугар эми элбах үле барбыта. Михаил Ефимович идекемнерге кини мелди кадерете бигенете капсетер сүбелһәр уны шугайдан кини аңардас җаһәре булбатах кален сүбелһәр бихе этивитин иштер уны элбах капсетилер баралларыта ул кемнерге минеме Верховный Совет 12-нче депутат этим Михаил Ефимович бу бихул успутуттан РСФСР Верховный Советны депутатның таллыбыты 90-сыллакка onun идекемнерге элбахты көрсен капсепип булган кини бу республика 12 елгатын бу ого хайдытыңытта улханды гурарата onun бе оглору иттахпетине кинергел бе аңырдыкпытына бу элбахты халак булган кини көмөтнен бе улуспутугар бу музыкальный школа быттаны художественная школа быт бу лицейдер бу бе туры Чапаев сирегер бу манна лицей тутан onu o республикатын оглорагылан үйрәтән билин Бульянская форум болу мал академия болун барата бихете убайбыт Михаил Ефимович көмөтнен буйники өтө рут көрөрүнөн оңгуллан турар. Оны тагы Михаил Ефимович бу дойдубутун карыстырсы алтын бие хаманна Бульянская столбы национальный парк территория улахан көмө болбу текени жаһалынан бу парк аманы бебебит республиканский солкалаң бу путин келин улаханны кегник то бар документны орга көмөлгөн билген российский масштабта улахан национальный парк болгон турur оны андай дуга итальянский столбы ЮНЕСКО кирен турар. Оны тагы бу экономикага бу ыракан сылдар аспыттар 90 сылдар оны постоянно Михаил Ефимович көмөтнөн бу түргенлик хитер халалар хайнарыга жомутун камнаста коңуруга доходта коңуруга элбаклени юппет ол эгер промышленность атагар тургутугер мехда комлеспите практически бетсим за опыт банкрот болу хоспитигер кине көмөтнөн саңа реконструкция баран элбак туту баран барда этикине атагар туран үле камнас барбыта. Обсенен Михаил Ефимович тугунан элбагадырына онунча бу күннәргә шибидә мин дирин кутыргамын тердем онута Михаил Ефимович орбут үләтә иннекет түгел билдән турыр бир эсэсэналыга кино орбут олы шәлбәх онута бу байбыт бәтин баганатынан бу дойду түгер кәлән билин кене көмүсүңгә бу өктөмгә ытыга бихиманны барар кәләр сер булуга оны кәлән сүбелеһият бит байбыт барны бихи кене сүбәтин аматын истәрәт бит аны билин байбыт кәннеттән бу бихи көлүенә кене үләтен дальше итен бу улуспут хайдаргар кене нике түгер җылгатыгар үләл яхтапа хамсыяфтак бетен этияхпен багаралын дирин элбәхсулларга брахай әнә акын бихун нокусуга Сақасырен баралық тоқтыры бейға барабытығар ұлыс күріс біреме юскәті. Бүгін бұл өктем сиригер ұтығар, қаңылас ұлығар бейге бастақы президент Норопут сердете Михаил Ефимович Николаевы тияқ солығар атарары мұстан тұрабыд. Білден тұрар кені бар болан бейге Сақабыт республиката бүгін бүтін Россия дүнен білдер көстер күстәк субъект бұйытынан еккенен әтек тұстақпын бейге культурабыт, тылбыт сайдытығар Михаил Ефимович Клата, олыс улақан сүнкен
Kini hığı hudarsını bırakınlık kuduk anabıta beyatını yağınan kini beygini üyerep bite iyağa sığınga oğunu taptırga eder içat keskeliger üye yilbiriyar kamnır bıtır. Дорогие якутяне, сегодня для всех нас очень грустный и скорбный день. Мы прощаемся с нашим первым президентом, государственным советником Республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым. И он будет похоронен на своей родине в селе Актемцы Хангаласского улуса. Хотелось бы сегодня от имени общественности поблагодарить Михаила Ефимовича за его огромную подвижническую деятельность, его эффективную деятельность во благо родной республики. И он выстраивал отношения именно ради благополучия не только республики, но и единства всей Российской Федерации. Это мы можем подтвердить тем, что именно по его инициативе был подписан федеративный договор от 31 марта 1992 года. В этот же день было подписано соглашение по экономическим вопросам. Далее в ноябре месяце 1992 года было подписано соглашение по разграничению собственности. И эти два фундаментальных документа обеспечили эффективность и пополняемость нашего бюджета. Безусловно, одним из значимых моментов является то, что именно он создал акционерную компанию «Алроса». Он подарил нам международные детские спортивные игры «Дети Азии». И мы бесконечно благодарны Михаилу Ефимовичу за его отцовскую любовь к нам, к тем людям, с которыми он вместе работал. Я имел счастье бок о бок работать с ним 4 года, начиная с 3 января 1990 года, и это был для меня особый университет. И в эти последние минуты хочу отметить, что Михаил Ефимович, его воспримут небеса, и я уверен, что он будет в раю. Бүгін бейе етіктір ұлыған ұбайбытын Михаил Ефимович тияқ солыға тарабыт. Onun bulana bu çubuğuz canıvar, oru türlü saratniklergar, saka hedigar baratıgar, beyabit nehilepit atıttan dilin kutulgamıtın teddebit. Bu ulu boybut Mikhail Efimович bilgin tutan kallar bit baragay tutulara, onna sağlabıt sağlahanlara, esirde hayınlara turufut bihi. Bu kendikeler kallar jamut. Onna bugün etildi bittillerge ösökehi ösö bidde tuğtan dirigan ottan kattan ödübüt bu adahdaktı lokan üleni ülelen ketbüte bit Mikhail Ефимович ona beyti kenetten kehi de kırdık aslılar kenagaskilah jelaları kaldırdı ona otun sahabıt doyduta barata kenini ıtıktı hınalı ösö dana inditin manı sayınlaran ülelen kamnan barata ruh biten ereldenir bit ehine ona otun kıtırgan gün bolladı diyak solu ulu boy bizine tarabıt.
курдук Михаил Ефимович бу саңа республиканы саңа агайрен олуктабы болар. Советский Союз жылларын гытта Михаил Ефимович учаттыр муньян үстерліктен қолбан бир улахан министерстве оңырбыта. Уру комсомол тухунан үлелерете, культура тухунан үлелерете, комсомол тухунан үлелерете, оны спорт. Оның нәме бихе тоғыны сыллаққа министерство молодежи у спорта и туризма болуп. Оны кәлән сөйлі хәмі әпіде уру көттігер учаттар, оны спорты бір үлелерете, онан бір министерство болады. Спорттың улахан миниманияны уререте боқымтатын, күні бәйәттен білергі күрдік. Спортынан жарықтан мұта Омыскалғы өрәне ғайден ұштаңғаға институты басты ғайды бұта. Онты үрәғын бітерін маран Жиганскайға баран, оны Жиганскайға өлілігі ғайден. Хақа херин бастығы спартаяды тұғы Жиганскай команда тұғыр кейрен манны ұштаңға күттен тұрар. Оныңынан спортқа чуғасыты. Онтан саға министерстве тәліптіңінна бұл спортқа хамай массовый көрін. Жондыру бөтілі яқыннады дейін оғыба игорубай көріннәгі бейдің ұран кәпсәп біте. Ол кәнеттен дөсі бұл федерация председателерін сол сұрудақ бір яқыннады дейін мегінен Парижсте жетігер федерация председателерін сүбе бір кехіні мұниян бірін тұралы. Онтан әппіте оказывается, бұл физкультуру учитала улахан роллақтар әбет. Одана физкультура уровын ұхатқа қанады, оны физкультуру учиталарығар бейі солты уру оқытын нады де. Оныңынан 1995 жыллаққа ақсынегі физкультуру учиталарын бартын мұниян. Именне бұл президенттен физкультуру учиталарын кенере приемнан тұрар. Оныңынан физкультуру учиталарын мұниян ütулақан залға кәпсетан баран физкультуру чөт жасан орбыта. Онны дүрбінен жүрапчекі хита барасана Палека Горович үдә шөйдік бұсы пайда бұта. Бұл улақан үлен оңыры бұд, егінар нұчетілігар математикаға солты берағыд. Онан бұл оғыдар өветі үлелі хиджа жонны бұл бігеға солты бері қолған мақтал дебіті. Онтан Михаил Ефимович сразу жахал тахарын физкультуруға хақайрығар төт час бол бұта. Онан Михаил Ефимович күйенді көрерді, оны дәліға дағыны бұл дейчі азыны толкүйдан именна оғылыр бұтығы сол теберен ден дейчі азыны екіні түрітті әбіті. Онан мен бәй қандығымдан қолы бір андойдуы бір көбірттені білер болақтырына бұл Михаил Ефимович әмей бұл оғылырға олимпийска ойыны толкуйдабы кеһи болар. Онан биһиги сахалар, онна бу биһи үләспе жонна Михаил Ефимович үлетен капна салгыртакпыт. Бит Азия дөсөдө кенни бар еден ирендебит. Südüki hibit учутал быт, национальный лидер быт Михаил Ефимович бу төрәбит дойдутун булар төрәбит дойдутур көмүлләрин биһиги олохтактар ылынабыт, онна мактанабыт. Михаил Ефимович бу сирге төрәбите мантан чугас кини Кине түспүт сире бар. Соғыта акушерский пункт отутутсылдарга бар бит бу эркәйне кочотугар. Онна бир соғыта акушерка үстө деревняга обслуживайдан үлелән олар бут. Ол онна Мария Михайловна ол жига Мария Михайловна төрөттәди Михаил Ефимович Аны туран кини ол чугас өссө
бу тыгынча 904-5 сылларга кини бастакы класска үйрене килер. Өктөм 7 класстагы осколатыгар, оны тыгынча 905 сыллакка осколаны бүтерер. Аны бу Михаил Ефимович таңара жетин аттыгар көмүлләре эме бир знаковай того детакка бу таңара жетигер Актёмская Свято-Троицкая церковь манна кини иете Мария Михайловна сүрәхтәммет аны тахынан тыгынча 997 сыллакка бу сакаһидигер бастыкыннан болу бу үлеләбәккә турбут сүрбәһе сыллардан үлеләбәккә турбут таңара жетин кини бәтин инициативаннан үп берен үлеләппите ол белетигер Владыка быһарытынан бу купалга 5 колокол бар боллана олортан биддестергер Михаил Ефимович ата суруллу бута. Onu tahanan oттан бу Михаил Ефимович биһиги осколабытын тыгынча 995 сыллакка олохтактар көрдөһүләрин ылынан бу бирге бир дөйдулактарыгар оголора өйрәннәләрин туһугар тыгынча 995 сыллакка осколаны туппута бу рядом турар. Онна мен директорды кәлиях биттен Михаил Ефимович отучча сыл кини аттыгар сылжан, кини көмөтүнен, сүбетинен үлелен кәллибит. Ол түмүгер хәтте класстақ биһиги 95 сыллаққа осколаттан сағалабыты бит боллақпытына түрген бағайтык сайдаммыт республикаға биллер оскола болбуппут средняя школа, гимназия, лицей, күн-бүгін боллана Актёмская научно-образовательный центр ден аттанабыт. Онна быйыл биһиги Михаил Ефимович атын сүкпүппүт. Ол биллен турар биһитини элбекка эбәһин эстир. Онна биһиги кини үйәрәгенен элбәге ситистибит тибит кини сүдү улахан кылаттак. Бу үйәрәгери да сайдытыгар билген бырастылаһы церемонията Малая академияға болла. Тыгынча 999 сыллаққа Михаил Ефимович укаһынан манна физико-математический форум физика, математика, точный наукаларга оголор жогордарын сайыннарга тухайылдыбыт физико-математический форум тутуллан үлеләте. Онон Михаил Ефимович оттан бу төрөбүт төрүт борун булбутуттан биһиги үйрәбит билден турар омолтобут улахан кини сүрдәгән биһиги осколабыт сүз беһен саһын толарын кәтеспите комолтата кыян тибете. Будан жылларга бирагай Михаил Ефимович. Сегодня мы провожаем последний путь выдающегося человека, легендарного, как Тыгын Дархан, имя которого действительно сочетается с легендарным сыном Сахасире Тыгыном Дарханом. Скорбит вся республика, вся Россия и мир. Это не преувеличение. Таким был наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Он для всех жителей республики был самым близким и родным, любимым и вечным президентом. Он очень любил свой народ, в особенности
будущее поколение. Его грандиозный проект «Музыка для всех» и «Рисуем все», его направление в дополнительном образовании – это шахматы, физкультура, здоровый образ жизни. Все это забота о будущем наших детей. Его трудовая деятельность касается всех жителей нашей республики, в том числе и детей, которые еще не родились. Охват деятельности Михаила Ефимовича Николаева касается всех отраслей нашей республики. Поэтому я еще раз повторю, это был наш общий отец, большой папа. Если сегодня выступили наши руководители и дали понять, что если в образовании Республики Якутская ССР стояли имена выдающихся наших сыновей Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов и так далее, то на становлении новой Республики Якутии стоит имя Михаила Ефимовича Николаева. Это очень гордо, достойно. Я думаю, все жители республики будут благодарны ему. Вот вчера на большой плакате было написано сказание Михаила Ефимовича: «Я буду вечно благодарен своему народу». Но сегодня я могу сказать, что народ Саха будет вечно благодарен Михаилу Ефимовичу Николаеву.
Арсений Сергеевич, уважаемые якутяне, разрешите начать траурный митинг по поводу проводов первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева из пути Серединного мира, путь небесный. Уланхуателлерини үс хартыгастах үрдүк меңа халлан үрүтөттүгер. Көлер бө халгыннах күндүл күнүз дойдулах. Үрүмети бет үт гүеллах үкер куястыннах үрүң айы тоян дойдутугер. Страну үрүң айы тояна, где на вершине трехъярусных светлых небес в обители полуденных лучей, где воздух ласково голубой, где дышится нежным зноем. Беги, унгебет, көрдөхөбет, эренебет, онны тагайебет, беги президент Михаил Ефимович айы тоян дойдутугар аянныйден. Слово дается первому заместителю председателя Государственного собрания Жиркову Александру Николаевичу. Дорогая Дора Никитична, Татьяна Михайловна, Ольга Михайловна, дети, внуки, родственники, соратники и земляки, наступают последние мгновения проводов «Последний путь» Михаила Ефимовича Николаева. Каждый из нас имеет в себе, оставляет в себе свою память о Михаиле Ефимовиче, как и наш народ. И эта память облаготворяет, благословляет к лучшим стремлениям, к лучшему будущему для нашего народа, к стремлению, укреплению и отстаиванию государственности народов нашей республики. Михаил Ефимович Карамаңнайгыттан Джон Серге сөбіләвет ұлыммыт кейтеді. Кенесі сәтті оны сыллар ортолырттан республика салалтатыгар кәлбеті. Саха республикатын министрлерін советін біріселетінің солбыячынан салғы Саха республикатын түйетін қағыстыватын министрінен ананан үріләветі. Ол сағаттан sana Mikhail Ефимовичем ortak tüye cana, saka cana, çugastı kılımıta kehi bıhıtınan, vanna salayatçı bıhıtınan. Sana salayatçı cahunnak tılı ülağa irdebilem, Sılay batsın dağına, jonga sergağa, ülehe jonga ütüye sıhına, oçolortan bu tördüğünün tuğla lekihedi. Oçolortan saka jonun ortatugar,
Kenini ılımıttaram, sehen oğastuğuttaram. Mikhail Ефимович olağın tihak günleri gardılım. Jonun sergetin ol, ütüye sanatın, kiniyakam, erelin, ürdükті tutan, kelbitem, bir dadağını tühen bir betağın. Mikhail Ефимович Respublika Президентinin doğuna hattan, uğray butam, toqta butam, sürbetten takasıl boldu. Ol tuqarı Saqa Respublikata kini urbutullıklarından, kini terbiyet sollarından bara satır. Ol soltan dubuk tuttan sığhöktaytağına sığıstarar. Ol sulu, ol erkeğini tabat ayınlığına tabıllar. O çottan başçağadı. Mikhail Ефимович beytin narotun jalqanlaq toğunu sılları etenge torap bıta. Beytin kenditten andoy dotun numuktarın inniger biller kıhtamut respublikanı kallar bıta. Beytin kendiger Rusya büttüğünün kurduk. Aygıravataq, estivetaq, töserin. Beytin historiyatın, beytin kulturatın biliner, onna onun ken tuttar. Yöraqqa, innikige julurdaq, köyla qotugaz körüle gıçattardaq, tümsülaq norotu qallar butam. Mikhail Ефимович Respublikatın dуховный liderin büyütünen olağın tihak günleri gardılım. Beytin sakatın sirin, sakatın norotun tuğgar, turulahıtın, kıhallıtın hıktıvakka, tohtopakka. Beytin tihak tollar göreppitin kurduk. Bar jonun, sakatın jonun, inniger beytin yehen muğut vurduk tolaron, sakatın narotun, kiniyakatık tavılın, maqtalın ilcem, onna beytin narotu var, maqtal tıllarda, bu sirten barda. Saqa narota, saqa istoriyata, Mikhail Ефимович Николаеватын umnu soğan, baat melci bar buluğan, Törəvit narotun inniger Mikhail Ефимович ata yoksa külək onna külümnür amuha boyunuskay onna barakaf atların kurduk bastın atınan tana üyetetille duruğa gündü saqa canım ayak getiger Бүгінгі құдырғаннақ күнге Mikhail Ефимович Николаев күстәқ саната күс болдың. Ұллықта саната, ұллықта қойғы санауы қанатты тұлдың. Кене төрәвіт наротығар әрәмметі. Бейеқа қас бірді бітігер, елниколық бұтығар өлі бітігер. Әрәлі күйі күйіғы сағат ұрдың. Друзья, 13 ноября 2022 года Святейший Патриарх Московский всей Руси Кирилл своим указом наградил Николаева Михаила Ефимовича высшим орденом «Славы и честь», которым награждаются только главы государств и правительств, руководители международных организаций. Это так явился признанием роли и места в истории всего православного мира, российского государства, нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Мы вправе говорить о том, что Михаил Ефимович есть и будет славою и честью многонационального народа Республики Саха.
Бидде Михайлович манда калямарын итте, өктөмден тоқтылы деді. Оны кенне пекарска словарыгар ақпып была, хотча тоқтылы. Онтан үстеріне сылақ справкын хүрембет. Бар бұлықты, илина хүрембет. Оны күлле, онтан хотан нехен төптірі ұлан север ұқта кәсіт. Өктөмден храбрый, смелый, сильный, быстрый ден өйді білі. Түн бұлырға түртілді. Өктөмден. Өктен өй сана оны еден өйді білі. Аны өктентен мудрый, оны мудрестен өйді білдірдік. Онан бұхерге кене кейінін, кейіні Михайловичкені өктөмге түспіді. Ол мәнағы ол батақты. Слово предоставляется заместитель главы Омского наслега Акулине Иннокентьевне Максимовой. Убаставаллах, Дора Никитична, Ольга Михайловна, Татьяна Михайловна, Михаил Ефимович Сеннере, Чугас Джоно, Парджоно, Айсен Сергеевич. Бүтін сақабыт сире атыржақ ен түйет күнігер өр сөтіктенне. Бігеген Ороппот сүдік ехіте Сақа Республикатын дықы президиені. Бары ұтықты рубастыр ке Михаил Ефимович Николаев күн сүріттен көрінне. Михаил Ефимович олығын түйек дері түрі бүт бір дулақтарын тұғығар әлбәқ сыратын берен Мел өйен, ағалы сүбел малан сылжыбыта. Өктөмін жонын сергетін күстәқ тапталын дірің ұдықтабылын ылын ұлбыта. Олықтауқтыр бігет әрәқтәқ, бір самағы болаларығар мелжі тұрулахан. Олық бары араңатын бірге төмен. Кескілләқ сайдар солға тірдәбіті. Михаил Ефимович Нехилегин әрі тұғығар болбаққа республика бейд, дойдубут өрі тақсыдығар кемнәқ солталақ, саңа солғы өктен ебедігер олық орбут кехібет болыр. Кені дерің толқуя, мұнdır өйі, ұрағы өті көрір сатабыла, қаз бірді кехеға, өрі күз көмі, өйі бүл терек бола тұруға. Ыдықтабыллақ Михаил Ефимович гидекер генігер, Чугас Джонугар, өктем алықтауқтырын атыттан дәрін күтірғамын тердебін. Әйгені күтті өр сүтігі тәңгел өстебіт. Улу кехебет тұғынан сырдық, үтіе өйдебіл, бейге өйбүтігер сүрекпітігер мәлжі бар болу. Кені тұтарға, аярға, кен арайбыта, сағалабыта, үйелерге салғаны. Кенчәрі үтчакка Михаил Ефимович тұғынан оңырбұт өтіөтін ұтын сығаналан кен тұтта кепсияқпет. Сақа Республикатын сударыстывыннағын саңа сағақтарын арайбыт, анығы үйеға сірдән келдербет, барыбытын түмпүт, уғыл ұтчылақ бас көз кехбетігер, нороппут өрі мақталлақ болуға. Ыдықтабыллақ Михаил Ефимович бұдан жылларға барасты барахай. 27 декабря 1991 года мудрый Сорон Амаллон на торжественном заседании Верховного Совета 19-го созыва, посвященном вступлению в должность первого президента Республики Николаева Михаила Ефимовича, говорил: «Дорогой, глубоко уважаемый Михаил Ефимович, вы сын своей матери, русской, вы сын своего отца, якута. А это не случайность, это знамение, воля истории, эпохи, а воля истории всегда судьбоносна». Поздравляя с победой, также Сорон Амаллон сказал: «Мы имеем дело с силой притяжения людского, человеческого, народного сердца к вам. Открытое выражение взаимной
любви. Что может быть выше завоевания всенародной любви и доверия? Бүкіннерге народ дон серге бөхөпиншке ытыктабыла таптала толору түккөһүндө ден этиякка. Сүракка эңпе каханда отул. Сүракка барымнылуат. Тубартым нока. Сүракка эңпе болған. Мехөпинш сүракка эңпе. Билеген тыл барар Аллах кергенге дорени кетишин. Микрофон, ага, микрофон. Вакуна это чуть поверни какой-то вот так. Сакалы хангарам. Ну, челе хангарам. По-русски лучше, да? Ага, ну ладно, по-русски скажу тогда. 65 лет назад мы с Михаилом вот на попутке приехали там под горой, вот на трассе остались, и пешком пришли сюда. Он меня привез из Якутска. Я окончила институт, а он еще был студентом. Мы 2 года до этого дружили, ну так как, молодые люди. И остановились на трассе, и пешком пришли сюда. Он захотел меня познакомить с матерью. Ну, здесь мы пожили. Я должна была ехать по назначению в Усть-Алданский улус. После окончания института он должен был вернуться учиться. И он захотел соединить наши судьбы. Решил, давай поженимся, говорит. Я не хочу, говорит, так уехать, а ты тут останешься. Еще, может, даже можем и не встретиться потом. Ну, и мать Мария Михайловна, моя свекровь, пригласила секретаря сельсовета. Его звали, эту фамилию не помню, Кеша его звали. Позвонила. Кеша, приди к нам сегодня со своими документами. Мой сын хочет жениться. А бланки захвати, говорит. И он пришел к нам туда, на квартиру, со своими документами. А Кеша говорит: Михаил, ты грамотнее меня, давай сам, говорит, заполняй бланк. А я поставлю печать и зарегистрирую. И Михаил заполнил этот бланк сам, своими руками. А Кеша печатью подтвердил и занес книгу там ЗАГСов. Вот так мы поженились. Ну, никакой свадьбы не было. Там только вечером родня чай попили. Бутылочка красного вина была, по-моему. И потом, это позже нам подарили, друзья Михаила подарили 2 железные вилки. Этими вилками я так долго пользовалась, но почему-то надо было сохранить, они смешались с другими приборами, и, ну, сейчас я не могу их найти. И очень долго с этими вилками пользовалась, когда стряпала якутские оладьи. Такие хорошие вилки, остренькие. 4 этих были, как сказать, 4 зубчика имели. Ну что, так. Потом он меня проводил до места работы и улетел через 3 дня обратно на учебу. И 3 года он там учился, и мы жили письмами друг другу. Писали часто, конечно. И после 4-го курса приехал на долгую производственную практику в Усть-Алданский улус Барагонц. И он там участвовал по рубили лес для парка районного. И он заработал там 400 рублей, в общем, 500 рублей, купил мне швейную машину в подарок.
по 400 рублей стоит. В то время это большие деньги были. Вот это я вспомнил. Потом, ну что, поэтому это место, я считаю, где он родился, где женился и где пригодился тоже для своей родины. Вот тут вот эта академия малая построена. Ну, все время он постоянно в Актемцы ездил, постоянно. Здесь. Поэтому я Актемцы тоже часто приезжала, приобрела друзей. Вот моя подруга стоит, Екатерина Федотовна с дочерью. Очень мои близкие люди. И, ну, что еще могу сказать? Подскажите. Тухтин? Конечно, ага. Вот, здесь все собрались земляки актемские. Очень благодарна я вам, что вы пришли проводить Михаила в последний путь. Он здесь найдет свое вечное, постоянное место, ложе, как бы. Пусть будет земля ему мягкой постелью и очень теплое укрытие, и будет как колыбель материнская. И мама, как его здесь недалеко лежит, тоже памятник. Маме он здесь поставил. Мои мои дети, внучата и мои зятья могут сегодня посетить попутно, да, посмотрите бабушкину могилу. Это и возможно или нет такой дети, я не знаю. Можно, наверное, попутно. Потом решим. И еще благодарю наше руководство республики вот за такую организацию похорон. Мы просто очень легко прилетели, на всем готовом. И вообще все вот эти мероприятия, конечно, без нашего правительства и руководства не получилось бы. В общем, все очень хорошо организовано. Bu barjonlar bari kelen bu atara turallarıgar. Toqta bargıtıgar men sirgetiye uptan koyan maqtanabın. Atom wanna oğonyor bar etiyemete. Ata oğonyorum dibin. Olatı behiga 6-5 yıl ılarat tügargal bu sürbe 9 çiğılaga dedi. Ondan nasita olar batağa yakınlık diye qap. Onu 6-5 yılga Vay baden atılır bilmedi. Çok nada taho. Burası etebin 6-5 yıl bir olur bu oynurbun. Bütek sılıgar bu atararıttan barjonga maqtanabın baralarıgar. Bu bandık kömeles bitteriger. Onu tu bu jaz ki meri bolu bunun. Ötenin adını tugat yakpini. Oğonyor bar etiyem. Makala doydum seriger kelen uçuydik tanmanna sırt barjonun egin manna körüktür istiyaktıra sıtarı silger kelen sügürüyor doktora oğulların da kelen körüktür buka bir haydi biten körsel bittağını hinçuğanır da bulu Bitti. Tavallah öpüşmüş. Bartın bu Mikhail Fimiç. Tanrı virana eterinden hem bartın bile göre
Онна бүкіндерге жон серге әйгін таптырын әме білбек болуқтар. Бүкіндерге білбек болуқтар. Сақахырын халалтата қасығының әйге қытық табылдың әйгін таптырын. Қытық табыл Михаил Ефимович. Әйгін орты дойдуттан атарары туран әтебет ән албан оны үтө атын үйелерге күйіс қарысқал көмі болан сақахан атын бұғыр көте тұруқтын. Господи, душу нового представленного, преснопамятного Михаила Ефимовича Николаева. Митин бүтәпте. Онтон бұрағайдағы. Начните, давай. Дұны бараға тұманмай. Бұрағайдағы. А?
Сегодня мы проводили последний путь нашего первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Общепризнанный политический и духовный лидер многонационального народа Республики Саха. Его жизненный путь является примером для подражания и образцом служения своему народу. Михаил Николаев – символ нашей республики. Саха Республикатын бастакы президенті, бөдөн государственный политический деятель Михаил Ефимович Николаев ихесерин болла. Кені оңырбут үйеләк үтуе жалата. Кескел кенағыз туғығар үлеләбіт үләті үйелерге өлбөді бәт. Саха жонын сүрәғар бұрығар. Өрі тыннақ болу. Үтік кехебет, сүді кехебет, улу кехебет. Андар хаммыт ата умнулло соған. Наш эфир продолжит брифинг по медицинской реабилитации участников специальной военной операции. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Как идет работа по реабилитации участников? Здравствуйте. Медицинскими организациями республики сегодня продолжаются мероприятия по медицинскому сопровождению участников СВО и их близких родственников, в том числе и по реабилитационным мероприятиям. Сегодня реабилитация у нас оказывается в двух медицинских организациях. Это Национальный центр медицины, Республиканская больница номер 1 и Республиканский центр спортивной медицины и медицинской реабилитации. По состоянию на сегодняшний день у нас прошли более 140 участников СВО реабилитации и 60 человек это близкие родственники участников СВО. Также у нас мероприятие продолжается в целом по медицинскому сопровождению, то есть каждый участник СВО и их близкие родственники могут обратиться в наши медицинские органы при возможности обращаться в наши медицинские учреждения в целях получения всей необходимой информации. Это был брифинг, ну а мы переходим к выпуску новостей. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий бойцам частных военных компаний, принявшим участие в СВО, утвердили в России. Порядком установлено, что выдача удостоверений сотрудникам содействующих организаций будет осуществляться Министерством обороны страны. Сборы направления заявлений в Министерство осуществляют частные военные компании. В заявлении при этом необходимо указать фамилию, имя и отчество сотрудника организации, его личный номер, воинское звание, дату рождения и адрес места жительства, а также ряд другой информации о службе гражданина. Республика может заключить контракт с госкорпорацией Ростех по беспилотной доставке грузов в отдаленные районы республики. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что первые беспилотные вертолеты БАЗ-200 уже были протестированы в декабре прошлого года за полярным кругом при температуре ниже 50 градусов. Ранее первый российский оператор беспилотников с госучастием БАЗ в республике провел испытания беспилотных летательных аппаратов с президентом РФ Владимиром Путиным. Компания также заявила о готовности приступить к оказанию корпорации Юрбинского, Аймикунского, Среднеколымского, Усть-Алданского, Усть-Майского и Чурапчинского районов. В ликвидации пожаров задействовали... Выполняется весь комплекс мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов, в том числе прокладка и расширение минерализованных полос и тушение крупных очагов. Все населенные пункты прикрыты подразделениями пожарной охраны федеральной и республиканской составляющей. Для тушения природных пожаров проводится поэтапное увеличение группировки сил и средств. За сутки группировка увеличилась на 277 человек, количество техники увеличилось на 9 единиц. Всего для ликвидации природных пожаров привлечено более 1600 человек, и веществ не выявлено.
В Амгинском районе сенокосные работы идут в хорошем темпе. В этом году план заготовки сена составляет 32 тысячи тонн, ну а потребность района 29 тысяч тонн. На днях глава Амгинского района Степан Кузьмин работал в Балугурском, Майском и Чакырском наслегах и проверил ход работы по заготовке сена. Годовой план заготовки сена по району составляет 32 239 тонн. На этой неделе цель достигнуть 60% от плана. На данный момент все сельскохозяйственные организации и предприятия на сенокосных работах. Юрий Прокопьев из Чакырского наслега и Игорь Петров из Покровки третий год проводят сенокос общими усилиями. Благодаря совместным усилиям, а также совместной сельхозтехнике, сенокосная кампания идет в хорошем темпе. Ну и в скором времени уже завершится. Третий год мы косим. Президентом республики Михаилом Николаевым прошла в Хангаласском районе. По пути следования члены правительства, соратники, друзья, земляки и родственники посвятили слова признательности и благодарности выдающемуся спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, а также первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. В Якутии на 90% завершили устройство нижнего слоя покрытия на участке трассы Вилюй. Протяженность участка составляет 6 километров. Речь идет об отрезке автодороги с 572 по 578 километр в городе Вилюйске, где и проходят работы по капитальному ремонту. В настоящее время подрядная организация выполнители устроит около 2 километров барьерного и перильного ограждения, более 5,5 километров линии электроосвещения. Бюджет на восстановление автомобильных дорог в республике составляет 241,5 миллионов рублей. Новые очаги бруцеллеза собак выявили в Нюрбинском районе. Пробы крови показали положительный результат у контактных собак. Ветеринары отобрали пробы крови у контактных животных. Исследования Республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории показали 7 положительных результатов. При этом собаки принадлежат жителям города Нюрба и села Антоновка. С учетом эпизоотической ситуации по бруцеллезу, владельцам собак в Нюрбинском районе не рекомендуют выпускать питомцев на самовыгул. Также в Нюрбе и Антоновке запретили проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и иных мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. Ежедневно в Якутской республиканской офтальмологической больнице врачи спасают зрение десяткам пациентов. За последние несколько лет в больнице появилось новое современное оборудование, благодаря которому операции на глаза проводятся безболезненно и в кратчайшие сроки. Врачи-офтальмологи постоянно работают над повышением квалификации, принимают участие в конференциях, пишут научные работы. Недавно больница получила лицензию на оказание образовательных услуг, и на ее базе проходит обучение как студентов, так и врачей. В июне филиал больницы открылся и в Донецкой Народной Республике, в подшефном Якутии городе Кировской. И там врачи из Якутии оказывают помощь пациентам. Здесь в поликлиническом звене это больные с катарактой, с глаукомой, с дистрофиями сетчатки, сахарным диабетом, которым мы работаем. С глаукомом, катарактом в день у нас идет где-то от 10 до 15 операций в день. То есть это по одному глазу. Ну, получается, работает сейчас 2 врача, на одного врача по 7 операций в среднем в день. Горный район посетила делегация Челябинской области в составе 18 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. В рамках визита они посетили 2 наслега, а также встретились с коллегами из НКО с целью обмена опытом и налаживания партнерских связей. Основная цель делегации – знакомство с работой некоммерческих организаций регионов, обмен опытом в написании грантов, работа над совместными проектами. По моему, может быть, субъективному мнению, но со мной полностью согласны мои коллеги, это одно из самых интересных, развитых и замечательных муниципальных образований Республики Саха-Якутия. И меня очень радуют люди, которые здесь живут. Они интересные, они горят желанием сделать так, чтобы жить в Лусе, в наслегах, из которых он состоит, было лучше. Более 900 педагогических вакансий представлено работодателями на сегодняшний день. В школах не хватает учителей русского языка, математики, иностранных языков, истории, физики и биологии. Для того, чтобы обеспечить педкадрами в Якутске, в здании финансово-экономического техникума с 25 июля работает штаб трудоустройства в образовательных организациях. Штаб содействует трудоустройству выпускников и граждан, находящимся в поиске работы. Организует работу по привлечению и закреплению специалистов в образовательные учреждения. На сегодняшний день в штаб трудоустройства педагогов обратились более 50 человек.
В штабе собраны вакансии со всех улусов, и выпускники приходят, узнают, где есть какие вакансии, и по своему усмотрению они трудоустраиваются. Вот, например, вот в школе, где я работаю, да, это Усялданский улус, школа имени Ивана Ивановича Гоголева-Дыргывой. Сейчас открыта вакансия учителя математики, целых 2 ставки, и предоставляется общежитие, благоустроенное общежитие. Школа полностью. Десять лет тому назад народ древней земли Лонхо возвестил о наступлении нового этапа в своем развитии. И он был связан с именем первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева и его вице-президента Вячеслава Анатольевича Штырова. Член Якутской Саха Советской Социалистической Республики соблюдать Конституцию и законы Якутской Саха ССР, Конституцию и законы Российской Федерации, защищать суверенитет Якутской Саха ССР, уважать и охранять права человека, гражданина, защищать права и интересы многонационального народа Якутской Саха ССР. Всенародно избранный 20 декабря 1991 года президент республики Михаил Николаев, за него проголосовало 76,7% избирателей. Основой своей деятельности поставил повышение реального государственного статуса Якутской республики, достижение настоящей экономической стабильности и на их основе эффективное развитие огромного потенциала республики на рост благосостояния якутян. Сделано много. Главное из них – формирование и укрепление Республики Саха как суверенного государства в составе России, подписание федеративного договора, заключение соглашения об экономическом сотрудничестве с Российской Федерацией, соглашение о разграничении государственной собственности, о формировании бюджетного налогообложения. В 1992 году принята новая Конституция Республики Саха. Крупнейшим вкладом в развитие конституционно-договорных отношений между Российской Федерацией и Республикой Саха-Якутия является подписание 29 июня 1995 года договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. С первых дней президентства Михаил Николаев начал восстанавливать историческую память народа и стал формировать стиль преемника всех достижений лидеров народа Саха. Восстановление исторической справедливости началось с указа президента Российской Федерации Бориса Ельцина о реабилитации жертв политической репрессии. В соответствии с соглашением о разграничении государственной собственности между Россией и Якутией, республика стала распоряжаться частью государственной собственности, созданной и находящейся на ее территории. Владеет своей долей в золоте и алмазах, добываемых в Якутии. Совместно с федеральным правительством создана акционерная компания «Алмазы России Саха», ставшая крупнейшим в мире предприятием по добыче и реализации алмазов. В течение длительного периода республика не имела никаких реальных прав на осуществление экономической политики на своей территории. Обладая огромными запасами природных ресурсов, фактически превратилась только в сырьевую базу СССР. Перемены в жизни вызвали рост национального самосознания и политической активности населения. Все это послужило основными мотивами принятия 27 сентября 1990 года Декларации о государственном суверенитете республики, направленной на укрепление государственности в составе Российской Федерации, экономической самостоятельности, на возрождение духовного потенциала ее народов, на развитие внешнеэкономических связей. Во время катаклизмов в экономике России президент Николаев принял ряд решительных мер по спасению угольной промышленности республики. В последние годы наращиваются мощности нефтяной и газовой промышленности. Введены в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод в Мирнинском улусе и газоперерабатывающий завод в Якутске.
Начато строительство важнейших объектов нефтегазового комплекса. Третьей нитки газопровода до Якутска и нефтепровода. Активно проводится газификация села в соответствии с президентской программой. На очереди разработка Иреляхского, Среднебатулобинского и Талаканского нефтегазоконденсатных месторождений. Завершение строительства и профилактика новых газопроводов. Все это позволит в будущем не только обеспечивать энергетическую безопасность республики, но и ориентировать комплекс на экспорт природного газа и нефтепродуктов на рынки Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Якутия располагает и мощной Нерегринской ГЭС, способной поставлять дешевое электричество в другие регионы, спасти Приморье от веерных отключений. Но многое зависит от федеральных властей. Якутии оставлено в наследство большое незавершенное строительство объекта федерального значения. Амуро-Якутская железная дорога. 4-я очередь Нерегринской ГРЭС. 3-я очередь Вилюйской ГЭС и другие. В последние годы появились и развиваются новые отрасли. Алмазогранильная и ювелирная, нефтегазовая и деревообрабатывающая, переработка сельскохозяйственного сырья. Проведена полная реконструкция предприятий мебельной, швейной и пищевой промышленности. Основным принципом проведения экономических реформ было избрано сохранение промышленного потенциала при приоритетном развитии перерабатывающих производств. В первый же срок президентского правления Якутия покрылась строительными площадками объектов социального назначения. По уровню обеспеченности жильем на одного жителя республика перегнала за 10 лет среднероссийский показатель. Столицу Якутии украсили великолепные здания с современным дизайном. До достижения суверенитета республика находилась на последнем месте в стране по уровню развития социальной сферы. А за эти годы построены сотни объектов образования и здравоохранения. Президентское правление Николаева началось с издания указа об образовании. И с тех пор его неусыпное внимание к проблемам образования и воспитания подрастающего поколения сравнимо с отеческой заботой. Он поставил задачу превратить республику в первой четверти 21 века в один из высокообразованных субъектов Российской Федерации. По расходам на образование Якутия занимает первое место в России. На решение проблем подрастающей смены нацелены целевой фонд будущих поколений, фонд возрождения Баргары, Международный детский фонд «Дети Саха-Азия», президентская программа «Дети Республики Саха-Якутия». Огромное значение президент Николаев придает физическому развитию и воспитанию подрастающего поколения. 99-2000 учебный год был объявлен им годом детства и детского спорта. В целях совершенствования и развития физического воспитания, оздоровления детей и учащейся молодежи, целенаправленной подготовки одаренных детей по олимпийским и национальным видам спорта, стимулирования творческого труда специалистов физкультуры и спорта, с 1999 года действует указ президента о мерах по поддержке детского спорта в республике. Разработаны региональные комплексные программы физического воспитания учащихся начальных классов, физкультурный комплекс нормативов РЛ. В целях улучшения работы по оздоровлению населения с 1999 года правительство республики организовало республиканские дни оздоровительного бега. Возвращается былая слава наших спортсменов по вольной борьбе и боксу. Якутия стала инициатором детского олимпийского движения, проведя 2 раза в Якутске международные игры «Дети Азии». Неоценима деятельность Николаева по укреплению международного авторитета республики. Первые шаги Якутии на международной арене были проделаны республикой еще в 1991 году, когда Михаил Ефимович Николаев работал в должности председателя Верховного Совета Якутской Саха-ССР. Инициативы, с которыми выступила республика, нашли поддержку и признание руководства внешнеполитического ведомства СССР, а в последующем и России. Был учрежден Национальный комитет Республики Саха-Якутия по делам ЮНЕСКО. В 1992 году было образовано Министерство внешних связей республики. За относительно короткий срок министерству удалось установить отношения различного уровня не только со многими субъектами Российской Федерации, но и с зарубежными странами и регионами. Немало усилий было приложено для участия республики в таких международных организациях, как ЮНЕСКО, Северный форум, Арктический совет, Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, специализированные учреждения ООН. Якутия является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации, активно участвующих в международном межрегиональном сотрудничестве. Прежде всего, это связано с деятельностью республики в рамках неправительственной организации «Северный форум». Михаил Николаев с 1997 года дважды избирался на должность председателя Северного форума. За 10 лет республика вела торгово-экономические связи с более чем 50 странами мира.
22 декабря 1996 года состоялись вторые выборы президента Республики Саха-Якутия. В Центральной избирательной комиссии были зарегистрированы 5 кандидатов. В качестве вице-президента был приглашен глава администрации города Якутска Спартак Борисов. По итогам голосования первого тура уверенно победил, набрав 59%, действующий президент Михаил Николаев. По итогам первого срока Михаила Николаева государствоведами были сделаны выводы, что своевременное проведение выборов президента республики сыграло едва ли не определяющую роль в сохранении на ее территории стабильности, общественного мира и согласия, помогло ее экономическому выживанию. Во-вторых, Якутия нашла свое место в Российской Федерации как равноправный субъект и вышла на внешнеэкономические связи. В-третьих, республика стала инициатором общероссийских начинаний в решении проблем, прежде всего Арктики. Одной из крупных строек в сельской местности за годы президентского правления Николаева является завершение строительства магистрального водовода река Лена, озеро Торакёль, протяженностью 151 километр для обводнения 3 засушливых сельскохозяйственных улусов республики. В 1997 году введен водовод от реки Лена до озера Мюрю, протяженностью 74 километра. Эти 2 мощных гидротехнических сооружения кардинально решат проблемы питьевой воды, орошения на громадной территории республики. Президент Республики Саха-Якутия Михаил Николаев первым из государственных деятелей Российской Федерации выдвинул концептуальное положение программы сохранения и развития народов Арктики и Севера. Республика также первой в России приняла программу государственной национальной политики. Благодаря статусу национально-государственного образования президент республики осуществил целый комплекс мер по спасению коренных малочисленных народов Севера. Стремясь обратить внимание российской и мировой общественности к проблемам коренных народов Севера, Михаил Николаев объявил 1997-1998 годы годом Арктики. Одним из направлений деятельности президента во втором сроке являются усилия по формированию гражданского общества. Михаил Николаев сконцентрировал внимание общественности на актуальных проблемах, требующих длительного и активного участия в виде Дней Матери, Отца, государственных дат, национального праздника Эсэх, годов молодежи, образования, детства, спорта, а также в виде движения 2000 добрых дел, попечительства и так далее. Вопросы якутского села остаются в центре заботы всей государственной власти республики. Заметный рост денежных доходов жителей сельской местности начался в связи с развитием семейной экономики в соответствии с программой развития сельской экономики республики на 2000-2004 годы. Одним из приоритетных направлений государственной политики президентом и правительством Республики Саха-Якутия определено сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них здорового образа жизни. В Якутии укрепляется материальная база медицинских учреждений. За сравнительно короткий срок открыты Национальный центр здоровья, Центр охраны материнства и детства, Центр традиционной медицины, Гериатрический центр, Институт здоровья, действует Департамент охраны генофонда народов республики и организационная структура страховой медицины. Президентская концепция холистического здравоохранения состоит в эффективном сочетании программы оздоровительной деятельности с заботой о создании современной медицинской базы в Якутии. Благодаря этим программам всего за 4 года, с 1995 по 1999, удалось внедрить в практику новейшие достижения медицинской техники, многие высокие технологии в улусном здравоохранении. С именем президента связано возрождение в Якутии духовности, возведенной им в ранг государственной политики. На это работают целевые программы Хомус, Эсэх, Олонхо, Итагаль и другие. В 1995 году была создана Академия духовности Республики Саха-Якутия. Восстановлены Якутская и Вилюйская епархии, строятся и открываются церкви-часовни. Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II не раз ставил в пример Якутию и ее руководство, которое заботится не только о материальном и социальном, но и о духовном благополучии своих граждан. Наблюдается тенденция подъема профессионального искусства, традиционной культуры коренных народов Якутии. В республике начала формироваться система высшего художественного образования. Открылись филиалы российских вузов, школы-студии при МХАТе, Красноярского государственного художественного института, Уральской государственной консерватории, Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусства. По указу президента созданы Высшая школа музыки, Республиканское хореографическое училище и Арктический институт культуры и искусства. Приоритетной в этот период была задача сохранения республиканской сети учреждений культуры.
первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Николаев своими практическими делами на благо северян стал признанным лидером народов Якутии. Его узнал весь мир. 1 июня 2000 года президент Российской Федерации Владимир Путин наградил президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Ушел в историю 20 век, и вместе с нашим президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым уходит в прошлое целая эпоха побед и катаклизмов, поисков и решений, кипучей работы и развития многонационального якутского народа. Нисколько не сомневаюсь, что следующее десятилетие будет лучше и по масштабу, по глубине и по размаху будет сделано больше. Потому что действительно люди становятся личностью, а не система, в котором долгое время мы жили и работали. Хоть как бы ни была мощная система, но не система развивает общество, а личности, раскрепощенные, свободные, преданные, любящие, они делают прогресс. Любите свою республику, свою землю. И никаким трудностям не унывайте, не поддавайтесь и дальше развивайте. Якутия была, есть и будет великим паспортом на северо-востоке России.